Здорово, Келла. Привет. Здорово. Всем привет. Здорово, здорово. Так. Так. Да ничего, попробую. Так. Так, еще. Блин, игра сворачивается все время. Угу. Елки. Сейчас подойду-ка. Басмаков. Опа. Во. Правда, слишком ярко, как будто бы. Басмак. Так, для достижения оптимального качества графика переместить ползано так, чтобы тени было. Да, ну как будто бы. Да ну. Расширение. Tales from Far Territory. Прохождение. Блин. Что я нажал?
Чё же... Чё это? А какого хера с этой стороны вообще появился? Так, а какой надо играть вообще? Продолжить текущую историю эпизода. Эпизод. Понял. Так, ну, в принципе, я на первом эпизоде. Походу. У меня ружье. Я без понятия, что происходит. Так, собственно говоря, зимний вайп будет в МСК Пурга. Ты возобновил игру. Ну, я понял, что я возобновил. Но я просто хотел посмотреть, где я вообще. Хз. Ну ладно, давайте сначала начнем, чтобы понимать, что к чему. Это режим для игроков, которым хочется изнурительной игры, основанной на выживании. Дикие звери будут проявлять агрессию и с радостью вами пообедают. Но... Да. Зато большое количество ресурсов. Давай попробуем на высоком. Сложное выживание. Так, игра началась. Ну, насколько я помню по сюжету, тот чел является пилотом, и он ради своей какой-то бывшей взлетает в плохую погоду и разбивается нахер. Ну, по сюжету ты за полного идиота играешь, короче. Причем еще эта женщина, она такая вообще супер вредная. Вообще никакой симпатии не вызывает, и переживаний за нее ноль. Жаль, что и завтра бывает, так было бы атмосферно глянуть. Что ж. Да. А когда 5-й эпизод выходит? Вообще неизвестно, наверное, да? Года полтора. Финал хотят резервно сделать, так что непонятно. Понял. Интересно. Опенинг был такой, прям как будто бы аниме. Ага, прям сходу вот так вот, да? Я на фоне буду, пошел позавтракаю. Выспался я до часу дня. Жестко. Жесть какая-то. Все, это рука, по-моему... Блин, по идее же вытаскивать нельзя. Зачем она? По крайней мере же надо быстро обработать, если уж так
Блин, кто он такой? Он что, Итан из Resident Evil, что ли? Как же ему насрать? За 12 часов до этого. Окей. Ангар на рогатом зайце. The Joker. Seems about right. И чё? Feels like another record cold snap on the way. Работа у него такая, да? Get a fire going before the pipes freeze up again. Сидеть, рубить пасьянс. Воспоминания. У тебя что-то непонятное в левом углу экрана, дублируется экран. А, да? Ну я что-то видел, да. А, подожди. Во, все. Спасибо, что сказал. Кфрея, привет. Вовремя пришел, да, прям начало. Фото. Rare Mackenzie family photo. Rare Mackenzie family photo. Great Bear Island. Dad used to fly there. Папа постоянно туда летал, он рассказывал, там раньше было очень красиво. Сейчас там делать нечего. Землетрясение, все такое. Since the quakes and all. Так, труты. Все золотое, пожалуй. Это же все, наверное, со мной переместится. Так. Those were better days. Хорошие были деньги. Так, батончик. Картонная коробка можно разломать. Найс. Так, мне надо бы теплую одежду или что-то в этом роде. Очень много газет у меня. А почему как будто я по воде хожу? Я сегодня ходил в магазин и наконец-то нашел куртку цвета хаки. Блин, очень трудно найти дешевую куртку какого-либо цвета, кроме черного или серого. Но мы искали в этом, в столичном рынке. Моя барба. Привет, Янон, спасибо, спасибо, спасибо. Барба. Моя барба. Так. Будь я дагестанцем, где бы я искал еврея? Так, ну тут нет. Дешевая электроника обязательно кажется в самый нужный момент. Never works when you need it. Парка I don't Маккензи. remember needing my parka this early in the season. It seems to get colder every Теперь помню, что приходилось надевать парку так рано. Типа, ныне похолодало очень рано. В инвентаре нет предметов? В смысле? У меня же до хера предметов. Это хоррор? Ну, местами можно его назвать хоррором. Игра довольно-таки прикольная. Well, Что с тобой делать, дружище? Игра про выживание. Ну, сейчас увидишь, что будет. Пожалуй, твои лучшие полеты уже позади, но для меня ты все так же хорош. anyways, Ну и другого самолета у меня все равно нет. I'd sure love to give you one last great Вот бы adventure. строить для тебя грандиозное последнее приключение. О, оно будет. Оно будет. Так, это телефон. Видать, айфон какой-то. Блин, как же много у него фотографий с этой его бывшей женой, или кто она была, вообще не помню. Поспать, да, просто хотим. Вы еще недостаточно устали, чтобы спать. Так, может мы хотим... Нет.
Черт, конечно, трубы снова промерзли. Перемерзли. Да. Интересно, вот минус сколько сейчас вот на улице в игре? Так, вы замерзли, разведите огонь. Это я могу. Это я умею. Так. Труд, древесина. Да, вот такую древесину зажжем. Во, пошло. Пошло добро. Turned out pretty well. Так, осмотреть ангар. Getting pretty late in the day. Guess take a nap. Поспать. Все, давайте поспим. Кто бы это мог быть? Who could that be? О, мультик. Jackrabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Я сказал сидеть дома. Сказал, что в такую погоду летать просто нельзя. Хоть раз в жизни не будь таким прям... Полегче, помедленнее, Марин. О чем ты? Она только что заявилась и говорит, что ты ее ждешь, что полетишь с ней на север. Я понимаю, что тебе нужны деньги на прогноз погоды. It's okay, Morty. Все хорошо, Марин. Я понял. Какая мразь. Hello, Will. Привет, Уилл. Что ты делаешь здесь? It's been a while, I know. Прошло много времени, знаешь ли. Да, года. Years. От тебя не было вестей с... I haven't heard from you since. I know. Я знаю. Я бы не пришла, And не I будь wouldn't be это here так if it weren't важно. important. Well, Ну и что тебя привело? what brings you? В смысле, I mean, are you sick? ты заболела? No, В смысле? no, not Нет, me. я нет. But I need to Но get to кое-кто someone да, for и да, и this. мне надо к нему попасть. Окей. So you're still a doctor. Так, ты по-прежнему доктор? Yes, I'm still a Да, doctor. я по-прежнему доктор. I thought that after. Я думал, что после... Why are you Почему here? ты здесь? Почему такие I грустные? need your Ну, видимо, help. что-то There's an плохое случилось. isolated community in the northern part of Vancouver. Someone Нужно there твоя is помощь. В very северной части sick. острова кто-то очень заболел на Великом Медведе. Там же ничего не осталось с той поры, I know. как... Я знаю, But но мне I надо туда have to get попасть. there. Still trying to save По-прежнему the world, спасаешь huh? мир? Somebody has Ну, to. кому-то же надо это What's делать. that supposed to mean? И что это значит? Mackenzie, look, Маккензи, Уилл, Will. I didn't я не come собираюсь here ворошить about the past. прошлое. Мне нужен I пилот, need a который pilot забросит to меня take в me дальние somewhere дали. remote. Someone who won't И не ask too будет many задавать лишних questions. вопросов. Кто-то, кому я Someone I can доверяю. trust. Погоди-ка, Questions. вопросов? Астрид, ты во что-то Are you in вляпалась? trouble? Are you gonna Ты мне help me поможешь или or нет? not? What's in the case? И что в See, чемодане? there's that thing Я about рассказал no никаких questions, вопросов, remember? помнишь? What's in the case? Что в Astrid? чемодане, No Астрид? Без вопросов. Questions. Look, Смотри, погода там weather out ужасная. there is bad. Bad. But it's Реально getting worse. плохая. И становится только You хуже. walk in here after Ты прошла через столько years. лет. I could've Пришла been dead. через столько лет, You и я could've могу been. вообще умереть. Then you show И ты up приходишь и and просишь just меня рискнуть risk своей my жизнью life где-то flying in the над middle Северным of the пустошем, great чтобы ты northern своим nowhere загадочным to deliver металлическим you in футляром some попала mystery какие-то metal далекие cage to дали? some remote wilderness outpost. All because Просто you потому, что walked ты in пришла и here and asked me попросила? to. Yes. Yes. Сука. Astrid, Астрид, you can't bring him back. ты его не вернешь. This isn't about Не в that. этом дело. I know how Не hard знаю, it's как been. было тяжело. You don't Нет, ты не know, знаешь, Mackenzie. Маккензи. Ты не знаешь ничего. You don't know anything. You don't think Ты I думаешь, feel я не it too? чувствую того же Are you самого? gonna take me or Мы not? летим или нет? The longer I Чем wait, дальше the ждем, worse тем it'll хуже get. будет. Damn it. I don't have Черт, time у for меня нет this. на это времени. Подожди. The worse what will Тем be. хуже будет. Ты о Why чем? do I have a feeling Почему у меня you're not ощущение, что talking ты не о about погоде? Because I'm Потому not. что я о ней не говорю. Ну, они такие, да. Throw your bags in the Тащи сумки в самолет. Я проведу осмотр перед полетом. Better buckle up tight, 'cause it's gonna И be a хорошенько rough пристегнись, ride. полет будет не из легких. Блин, мне вообще она не нравится. Как же она меня бесит, эта Астрид. Let's see.
two people. Так, 2 человека плюс топливо на полет до Великого Медведя и обратно получается на груз. Места почти нет. Almost no capacity Сидит for уже, cargo. блин. If we're too Если heavy, масса будет слишком большая, нам просто не хватит топлива на дорогу. we'll have to be Нужно careful серьезно what обдумать, else. что еще взять. Дополнительный груз. Окей. Загрузите в самолет вещи Астрид. А, эта мразь еще и не... Понял. Понимаю. Села, блядь, королева нахуй. С собой даже вещи не положила. Понимаю. Она мне даже денег не платит, я уверен. Она просто, типа, пришла к своему бывшему. Ну, он же, типа, блин, ну, мы же с ним еблись. Значит, он должен выполнять все, что я скажу. И все. Понимаю. Так, ну, у меня, по-моему, все есть. The distress pistol kit is heavy. Блин, сигнальный пистолет. Water, energy bars. О, everything's сухпайок. together. О, The аптечка. documents, so we're covered there. Probably best at the Mystere. Astrid traveling pretty light. Wherever she Так, goes, понимаю. it's my mistake. Давайте положим. У нас 15 килограмм, да? Сука. Не, вы посмотрите на это дерьмо. Типа... я херею просто. 5 килограмм рюкзака, 5 килограмм футляра. И я могу взять либо аптечку, либо сигнальный пистолет, либо сухпайок. Только одну штуку. Ну, классно. Ну... Сигнальный пистолет как будто норм тема. Но с другой стороны, мне кажется, мы вот как сейчас полетим, стопудово разобьемся, мне понадобится медицинская помощь. И аптечка типа нормальная тема. Но сигнальный пистолет изначально уже... Хотя для чего он мне нужен? Типа распугивать волков? Аптечку брать? Думаешь? Ну ладно. Так, возьмем парку. Все, полетели. Я во всех играх всегда беру аптечку. Понял. Смотрю, ты все еще его носишь. А? Что нашел? Свое кольцо. Наше кольцо. А, да. Ну, я просто снять его забыл. Я свое тоже ношу. Почему? Воспоминания. Я думаю. Я думал, ты хотела все забыть. Не все. Знаешь, надо было найти тебя. Все хорошо. Я занимался своими делами. Все изменилось. Точно. Потому что выглядит знакомо. Ты все еще работаешь с тем исследователем, доктор, как там его? Нет, я больше не работаю в центре. А где тогда? Я на себя работаю. Считай, фрилансер. Можно сказать. Доктор-фрилансер? Звучит законно. Я не критикую твой образ жизни, Маккензи. А ты мог бы делать что-то еще, кроме того, чтобы зависать в старом отцовском самолете и пить с утра? Эй, мы отлично проводили время в самолете. И он в полном порядке. Я знаю, ладно? Я знаю, я не хочу ссориться. Про Мегамена? Я, знаешь, все время о нем думаю. У них, видимо, ребенок умер, и она не смогла с этим справиться и так далее. И на почве этого, типа, они, видимо, посрались. То, что я сделал, мой выбор. Я сделал это ради нас. Тебе не надо, давай не будем. Нет, важно, чтобы ты услышал, мне нужно это сказать.
Уилл, помолчи секунду, что-то не так. О, That is not good. это плохо. Что такое? Пропало электричество. Whole electrical system. Все электричество просто исчезло. What's Черт, happening? что происходит? Нет электричества, значит мы падаем. Hold tight. Держись. Will? Руки такие. Пожмем друг другу руки. Клим Саныч. Забавная херня. Я сегодня увидел еще, что еще кто-то сделал обзор на Мегамена. Че, потихоньку все вспоминают о нем? Astrid! Ну все, выживание началось. Наконец-таки. Must have gone right through Похоже, я пробил ветровое стекло. trees. Деревья остановили падение. Mostly. Ну, почти. Не, я так долго стоять тут разломывать его не могу. Gotta stop. Так. Надо собрать как можно больше веток. Источник огня, все дела. Cold is making my head. Так, газетенки, ткань, ткань. Тут, походу, медведь спит обычно, нет? Так, ладно. Маккензи борется за жизнь, повсюду разыскивает следы Астрид. Что же с ней случилось? Так, разожгите костер. Остановите кровь с помощью аптечки. Не, ну было бы классно сначала увидеть, где аптечка моя сраная картонная коробка. Оу, неплохо. Я ж специально его положил. Где моя долбаная аптечка, бро? Бря. Так. Как зажечь костер? И парки моей нету. Понимаю. Так, труд, повязка. Давай-ка повязку сделаем. Это типа как Форест, ну, типа выживачка, да. Сегодня, играя с другом Майнкрафт, мы встретили собак и назвали ее Дикий Наруто Горилла. Да. Так, останавливаем кровотечение. Угу. Короче, конкретно лечимся. Ага. К участку пещере подойди на полу. Ну. Цифру нажать какую-то надо. Ну, типа, давай, допустим. Come on. I don't feel so good. I need to rest up.
поспать в пещере. Так. Понял. Astrid hasn't come looking for me. Астрид не пришла, мне сказать, значит, просто не может. Да или ей глубоко насрать на нас. Or worse. Так. Back up to the crash site. Давай-ка еще попробуем разжечь огонь. И посмотрим на управление. Так, управление. Клавиша. Круговое меню Space. А прыгать я не умею, да? Прыжка в игре нету. Присесть, действие, стрелять. Да, прыжка нету. Пробел. Все понял. Блин, да ну, едрить. Ожоги, серьезно. Так. That hurts so much. Если он ТФ-2 на пай разжигал, нормально. Я давненько в ТФ-2 не играл. Пустая банка. Блин, мне вся вода отэтовалась. Дядьки под полтос Полора 43 года. Какие прыжки еще. Ну я хз, но я что-то представил себе, что нам придется иногда там типа перескакивать со всяких этих, ну, не знаю. С края обрыва надо противоположную, там типа какой-нибудь там, не знаю. Ну, ты понял, короче. Так, окей. Надо найти теплую одежду, побольше палок собрать по пути. Время на то, чтобы их разламывать, вообще нет. Сейчас выпьем воды и кабанчиком побежим. КТЕ, понял. Обожаю КТЕ, конечно. Ага. Расплавление. Не питьевая. Ах ты, мать твою. Понял. Так, теперь это не питьевая вода. Только стало не питьевой водой. Ну, начало, конечно, такое. Я прям что-то жестко зафакапился максимально. Так, что, 13 минут, да? Что я могу сделать за это время? Так, давай скрафтим еще повязок. 10 минут как раз. Так, пьем. Все, побежали.
12 минут. Ну, я не знаю. Слишком долго как будто бы. А мне тепла нету. Делать это. Ну, во. О, нормально. Could probably climb that. Угу, скарабкаться можно. Хорошо. Какая у меня самая любимая? Ну, скорее по ностальгическим каким-то чисто чувствам и там прочее, я бы сказал, что моя любимая это вот Mega Man Legends. Она прям, ну, я вот ее относительно недавно играл и проходил, вот сделал обзор на него. И могу сказать, что игра вполне себе крутая. Геймплей до сих пор развлекает очень хорошо. Угу. Обезболивающий чай. Неплохо. Так, что еще? Kingdom Come Deliverance офигенный. Red Dead Redemption 2 хорош. Понял. Вот так, что прям самое любимое. Это сложный вопрос на самом деле. Очень сложный. Еще помимо готовки по времени дождаться можно, если нажать на еду и воду, так еще если нет лежанки, можно за картишками кордать время через круговое меню. Понял. Картишки. Ну типа ожидать, да просто. Блин, зря я 2 раза поспал, мне кажется. Ну я косякнул жестко. Я, блин, на костер встал, я ожоги получил. Я просто хотел согреться максимально. Да нет, ну куда ты, ну ёб твою мать. Ну что за тупость. Ай, анимация, которая не останавливается. Что делать, если в Crusaders King 3 у тебя слепой персонаж, но при этом он смотрит на звезды вместе со своим священником? Вообще не знаю. Я в Crusaders King не играл. Я вообще крузаки не играл. Может быть, когда-то мельком заходил и пробовал играть. Потому что, ну, люди хвалят и тому прочее. Но... Ой, самолет. Даже не знаю, кому из нас хуже. Бедняга, не так уж, да, это должно было закончиться. Ну, благодари свою жену. Так. Теперь не так сильно холодно, да? Ага. Причина костер ожоги. Очень сильно ожоги вообще. Бля. И как это лечить? Бинты или обезболивающие, или бинты и шиповник, да? Футляр Астрид. 9:13. Открытая же? А нет? Закрытая? Мы типа забрали? Ага. Идите, она еще не мирная. Окей, шприц первой помощи. Так, ну неплохо. Я хочу полечиться. Так, я хочу полечиться, и это сделать можно вот так.
Ага, все понял. Ну что ж, ладно. В принципе, аптечка меня спасла. Давайте пошли дальше. Тут больше делать нечего. Холодает, зараза. Фельдфайр. She definitely passed through here. Она явно здесь проходила. И торопилась. Окей. Так, надо покушать. Can't feel my feet. Не чувствую стоп. О, заяц. Берите свои маленькие камни, чтобы бросать. Угу. Так, где вы, зайчики? Я хочу кушать. Блин. Да дурак, что ли? Ты зачем кидаешься? Ну класс. Блин, а поймать просто типа не можешь? Да блин, поймаю. Че за говно? Да за что? Ах ты мудак какой. Ну что ты делаешь? Короче, просто подхожу в упор. Блин, а. А это не так просто, между прочим. Я просто сейчас умру. Пытаясь поймать кроликов. Блин, а как целиться-то? Блин, я замерз, короче. Подыхаю. Надо уходить. Блин. Я херею, серьезно. Не, ну это очень реалистично. Конечно. Умереть в лесу, пытаясь поймать кроликов. О, 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 о! Блять! Да что за... Почему... Да, господи! Кира... Да в смысле я ж попал? По идее попал же. Как же он тупо наводится, как-то непонятно. Да сука, вот...
recently. Could it have been Astrid? Так, короче, разжигаем огонь, я сейчас умру. Было бы очень нелепо вот так вот умереть. Well, thank goodness for that. М. Найс. Так. Журнал. Найти следы Астрид. Так. Ну, потихоньку греемся. Вроде не умираем. Так, камушки соберу. Так. Действие в лагере. Подождать. 2 часа подождем. Да блин, ну что ты будешь делать? Совсем забыл про него. О, привет, Машу. Здорово. Да, ёпта. Das. Was ist das? О, привет, Маш. Фрешмит. Да ёпта, ну как это вообще? Я не понимаю, чем я целюсь вообще. Большим пальцем или как? Где мое перекрестие, так сказать? Да твою мать. Я тут охочусь на зайцев. Жить хочу. Бля. Твари пушастые. Thought I'd be dying from starvation. Умру от голода. Ну, началось. Да су... Так, пожалуйста. Блин, я как в мультике, как назывался, жил-был пес. Он тоже в лесу умер. Он мог бы умереть от голода, если бы волка не встретил. Тоже там за всеми гонялся. За зайцем там. Еще за какой-то живностью. Никого не мог догнать. Вообще не приспособлен к лесной жизни. Да блин! Да как это? Ну попал же, ну! Тихо, 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 тихо. Охеренно, просто охеренно. Эти зайцы просто издеваются надо мной. Они бегают вокруг меня. И стоят, вообще никуда не убегают. Как это вообще? Я в детстве на дерево взбирался и с арбалет охотился на колбах. Нифига себе. О! Сюда! Привет. И все. Нет, как... да ладно. Шучу. Эх ты, а я ведь поверил. Так, а что делать с этим с зайцем?
Так, собрать. А, ну вот, допустим. Металлический обломок, это у меня в качестве ножа, да? Ну хорошо. 1 час и... Так, а костер мне... А, нормально, нормально, нормально. Все хорошо. Давайте. Идет распаковка зайца. Получено много всякого приколдеса. О, балдеж. Подождать до готовности. Так, взять, съесть. Серьезно? Ты вот типа... Тебе этой крольчатины не хватило до сытости? Ядрит ты зверь, конечно. Тупо зверь. Есть ли у тебя хейтеры или были, как ты на них реагируешь? Ну, я их просто игнорирую. Реагируешь? Ну, игнорирую, да, реально просто. Ну и хейт, он, не сказать, что хейт, а просто, знаешь, типа, хуйня из разряда, типа, жирный поезд пассажирный, узкоглазый и все в таком духе. А так, чтобы, блин, хейтили за какой-то конкретные вещи, которые я делаю, в плане, ну не знаю, хз. Типа то, что стримили или еще что, и прям, ну, хейтили за это. Ну, такого нет. Ну, смотрите, блин, приспосабливаюсь. Биар Гриллс гордился бы мной. Осталось только мочи выпить. А, сука. Тебе не жалко животных? Жалко, конечно. Очень жалко. Но себя тоже очень жалко. Мне себя очень жалко. Зайцев жалко и себя жалко. И то есть, если бы мы оказались в такой ситуации, и мне надо было бы убить кролика, я бы убил кролика. Ради нас, черт побери, я бы это сделал. Так. Скоро личинками будем питаться. Так. О, толстый был кролик. Толстый. Толстенький, хороший. Кролик. Несъедобно сгоревший. Зашибенно просто. Так, съедаем. Я никогда не видел смысла жалеть кого-либо или чего-либо в играх, если этого не существует. Ну, такое себе на самом деле. Не, конечно, если вот так вот прям абстрагироваться и говорить так, то что, ну да, но тем не менее. Ну это же все сделано для того, чтобы ты, ну как бы это ты... Какая-то эмоциональная отдача от тебя шла. И зайца такого милым сделали чисто для того, чтобы, ну, челики, люди такие, типа, ну, охереть. Эта игра серьезная. Я занимаюсь выживанием.
И сразу, типа, начинает вспоминать такие слова по типу либо он, либо я. А я жить хочу. И все. Astrid, where did you go? У меня на частном доме кролик затоптал крольчат. Как это он затоптал крольчат? О, блин. Сраный волк, я в ахере. Is that a wolf? Better keep my distance. Но он вроде занят оленем. Если Ready to lay down. нужно прилечь. Ты че, дурак, что ли? Сейчас вообще не время. И не место. О, предки клон. Как дела? Да хорошо. Просто решил забить ногами. Не, они просто так ничего не делают, животные. Если он поступил так, то, скорее всего, была какая-то причина. Looks like some kind of radio tower. Must be closer to civilization than I thought. Ну, она точнее. На них слишком много смотрели. Не. Причины у них всегда простые и веские, я бы сказал, у животных. Ну, больное потомство, невозможность прокормить, или еще что-то такое, типа, не знаю, либо голод, или еще что. Ну, хз, там, ну, всякое может быть. Вот реально всякое может быть. Но я до сих пор так и не понял. У меня хомяки были, помнится. Нарожали кучу детей. И я охерел, когда увидел, как они кушают своих собственных детей. Это вообще капздец. Они это делают, когда, например, ребенок больной, либо они когда сами заболевают. Ну и в-третьих, когда они считают, что ребенок чужой. Когда ты дотрагиваешься до их, ну, до ребенка, и у них появляется какой-то другой запах, что-то в этом роде. What the hell? Так, трупик. А. Пальцы немели. Привет, токарь. Да, добро пожаловать. Так, какой-то городок, однако. Однако город. Look. А, Smoke. смотри, как дом из трубы. Дым из трубы. That means someone's home. Значит, кто-то дома. Так, все. Hello? Anyone out there? О, Погерс. What happened here? This whole area looks like it's been abandoned for a while. Нифига тут крови. Некоторые птицы тоже свое потомство убивают, потому что они определенный звук не издадут, который включает им инстинкт материнства. А, нифига себе, забыл какой птиц. Ничего себе, жестко. Аллергия. И попугая брали. Anybody here? Блин, жестко. Так. Неизвестная. Hey, Эй, проснись. hey, wake up. Блять, ебать, она выстрелила. Hold your fire. Черт, погоди, не стреляй. Отойди. Okay. Да, только спокойно. Что ты тут делаешь? I saw the smoke Я from увидел your chimney. дым из трубы. Чужак? Что? Так я и думал. Житель материка. Чужак.
Как обещал, так и так не отошел. Голос незнакомый. Ты не сбежал с остальными, значит, ты с материка и понятия не имеешь, куда забрался. My plane. Мой самолет потерпел крушение в местных горах. I'm looking for someone. Я кое-кого ищу, подругу, похоже, она пострадала во время крушения. She might be injured. Я никого не видел. Listen, Слушай, может, ты будешь целиться куда-нибудь в другое место? Думаешь, с закрытыми глазами я тебя не вижу? Лишний шаг или лишнее слово, и ты увидишь, как метко я стреляю. I don't doubt it. Я не сомневаюсь. Остальные покинули это место. Если ты здесь, то все еще хуже, чем они думали. Ну, хотя бы стол убрала уже. Так. Кто ты? Меня, кстати, Маккензи зовут. А ты? You are. Когда-то мне было имя, но горожане давно призывали меня просто серой матерью. Имена живут собственной жизнью, со временем они становятся теми, кто их носит. Серая мать. Она реально серая. После этого старые имена забываются, их смогут вспомнить лишь юные и чистые. Значит, мне звать тебя... Зови меня серой матерью. Как в игре, которая про маньяков какого-то? Про маньяка? Не знаю. Про маньяка. Sitting here with a flashlight in your hand. You expecting trouble? Ищешь маньяка. Condemned? You mean the storm? Ты про метель? Злодеи ко мне пришли. Ко мне пришли злодеи. О, не знаю. Heavy Rain, что ли? Они думали, им нечего бояться, потому что серая мать слепа. А, понял. Тот чел у сарая мертвый, который... Это один из них, понял. Че злодеи? Люди, они прошли через город в ночь метели, в ночь огней. Я ищу подругу. Мы вместе летели, но наш самолет потерпел крушение в горах. Возможно, она проходила через город, и ее поймали эти злодеи. Я не знаю. Твоя подруга, она сильная? Да, очень. Сильная и независимая, но хотя очень была сильно зависима от моего самолета. Хотел перепройти. Ну вот Heavy Rain. Лучше по Фаренгейт поиграй. Beyond Two Souls еще есть. Такая себе правда. Эти злодеи не напали на тебя. They try to hurt you. Все думают, что если ты стар, то ты слаб. Не, ну любой с ружьем будет силен, я так считаю. О, диатроник карьера. Это Джулурхан. Среднего зовут Харасхан, а старшего Арлхан. Это вот младший. Так. Ага. У меня самого почти нет ни еды, ни снаряжения. Ты говоришь, эти злодеи тебя обчислили, значит, нужно найти продукты и топливо. А не то мы оба и недели не выдержим. Не подскажешь, где можно найти что-то полезное? Злодеи забрали у меня все. Все, кто мог мне помочь, уже покинули город. А тем, кто остался, есть о чем подумать, кроме меня. Оди, ты моя, пожалуйста, не ты моя. Тебе решать, чужак. Я сделаю, что смогу, но мне понадобится твоя помощь. Где-то в городе наверняка можно добыть еду и топливо. The essential. Так, для меня
то, что Heavy Rain постоянно попадается в топах лучших игр поколения PS3, такая же загадка, как, блин, что-то колбасит. Так, такая же загадка, как лохнесское чудовище или тунгусский метеорит, как это говно могло кому-то понравиться, как ради этого люди покупали PS3, хоть убей, не пойму. Ну, репутация Quantic Dream хорошая была на тот момент, в том плане, что все поиграли в Фаренгейт, им было реально клево. Я помню, я вообще балдел от Фаренгейта. И потом, конечно же, все услышали, вот Quantic Dream делает игру Heavy Rain. Надо такая же, типа, интерактивное кино и там прочее. Тогда интерактивное кино было на подъеме, и всем было интересно. И вполне себе, я бы сказал, что Heavy Rain, ну, в принципе, оправдал ожидания. Неплохая игра. Очень даже неплохая. То есть на один раз пройти игру, это, ну, вполне себе хорошая тема. Ну, вот именно проблема Heavy Rain в том, что она одноразка чисто, ну, играбельность у нее такая, ну, супер низкая, я бы сказал. Туру Марин. Ксения Чуйкевич, привет, добро пожаловать на стрим. Да, так что мне Heavy Rain понравился в свое время. Игра для того времени очень годная, хорошая. Я хотел сыграть в Детройт, но не смог даже запустить и решил поискать еще игры. И нашел Heavy Rain. Ну вот Фаренгейт поиграй. От тех же ребят. Пока еще паса, ты постарайся получше вспомнить ту ночь. И особенно проходила ли через город моя подруга. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Хорошо, чужак. Серая мать не может обещать, что сумеет вытащить эти тайны из темного шкафа своей памяти. Но она попытается. Ё-моё. Как много всего. Так, ну давайте электричество. Удачи, спасибо. Константин Шикарный, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Привет, ребята. Электроснабжение здесь нестабильное еще с тех землетрясений. Ни у кого нет денег на то, чтобы починить все, что было повреждено. Ну а на континенте... Чего? Так, наверняка кто-нибудь приедет и все починит. Милтон не дождется помощи. Почему ты так уверен? Я хорошо слышал разницу между тишиной и заброшенностью. Здесь не просто тихо. Это последнее мгновение перед тем, как мир погрузится в сон. Ну, последний, кто еще бодрствует и видит это. Блин, нифига она. Депрессия, я бы сказал. Да. Ну, так. Меня зовут Джулстан, но псевдоним у меня Ноу. Рад всех видеть. В общем, устройтесь поудобнее. Мы здесь играем всякие разные игры и общаемся. Что-то на самом деле произошло, выглядит так, будто недавно здесь все были еще здесь. Куда все подевались? Почему не попросили о помощи? Или они уехали? Электричество разом пропало. Почему, кто знает? Люди мерзли, голодали, ударились в панику и начали сходить с ума. Подождите, так это буквально же только что случилось, как будто бы. Ну я максимум сколько поспал? Я поспал, ну может 5 часов или там, 8. Потом получил ожог от костра, поспал еще 3 часа. Потом охотился на зайцев еще 4 часа. И вот за это короткое время люди посходили с ума. Всего лишь 17 часов, чтобы люди просто, начали паниковать и мародерствовать. Привет, Лампа, добро пожаловать. Здравствуй. Бред какой-то. Вообще, вот, вспоминаю один момент. У нас здесь в городе Якутске. У нас по всему городу свет пропадал однажды. Не помню, какой год это был. Это примерно 2019-18, что ли, или 20, где-то около того. Света не было около 3 дней по всему городу. И
Было стрёмно. Не спорю. Но вот чтоб прям кто-то ударился, прям паниковать и психовать, такого особо не было. Но разве что были слухи о том, что какая-то маленькая группа людей по, как его, предварительному сговору начали мародерство в тех или иных местах. Ну там просто чуть-чуть помародерили и там их сразу же поймали и так далее. Короче, такое себе. Но вообще вот то, что 3 дня не было света, это был, конечно, интересный экспириенс. Стрёмненько было. Кто-то прошел с шоссе, некоторые здесь жили. Другие чужаки вроде тебя. Может, кто-то видел женщину, каштановые волосы, светло-коричневая куртка и шарф с птичками. Может быть, Райна. Была женщина, тоже из чужаков. И она была не одна. Я слышал злые голоса, но метель все заглушала. Авария была на Гресс, да. О! Спасибо, Константин Шикарный, за 80 рублей. Шот-онлайн слабый, но за длинную утку респект и донафиг. Голос доната надо бы ускорить, наверное. Очень медленно стоит. Так, я больше не слышу голоса, не знаю, как их вернуть. Так, окей. Дайте голоса. Ты говорила, что слышала голоса. Ты не помнишь подробностей? Воспоминания совсем туманные. Я стараюсь вспомнить. Был сильный ветер. Уже начиналась снежная буря. И тут я услышала крик. Вопль. Кричала женщина? Не знаю. Голоса были тихие. Начиналась снежная буря. Вскоре остался только ветер и тьма. Я не знаю. Не помню. Все смутно теперь. Так, ну чуть-чуть осталось. Пусто. В городе так тихо. Здесь еще остались люди? Немного. Особенно после землетрясений. А после вчерашнего их стало еще меньше. Куда все ушли? Этого я не знаю. Я знаю одно. Я слышала крики, чуял запах дыма. Почти всю прошлую ночь. Что за дым? Ты говоришь, ночью пахло дымом. Сюда приходил один из жителей города, уговаривал меня уходить. Ну, это она была, наверное. Говорил, в городе горят дома. А, нет, это все-таки мужик был. Что люди напуганные уходят на побережье пешком. Глупый план. Но после землетрясения им сказали делать именно так. Если будут еще какие-то чрезвычайные ситуации, отправляйтесь на побережье и ждите помощи. Меня звали Симен, но я еще не готов покинуть Милтон. Тебя просят здесь одну? Я не одна, у меня есть Лили. Лили? Неважно. Она это про ружье, что ли? Так. Играю в Resident Evil 1996 года на PS1. Я испугался и убежал, потому что мне всего было 5 лет. Не, ну когда ты мелкий, там, ну, ты всего боишься, как бы. Помнится, короче, года были 90-е, до 2000-х, а потом и в 2000-х там еще более такие крутые игры начали выходить. Ну, в общем, где-то вот в 90-х, по-моему, ну, возможно, ошибаюсь, или вот прям в начале 2000-х,
у всех начали появляться, типа, ну, крутые приставки по типу первого PlayStation, там, и так далее, короче. У одного вообще был 3DO, и он там в Doom гонял. Ну и, в общем, в первый раз, когда мы увидели Doom, это была самая страшная игра, которую мы вообще когда-либо видели. Как орали вот эти вот сраные демоны и тому прочее, это вообще жесть какая-то. Они же там прям, ну, вот это вот там как хрюкают и тому прочее, прям по-демонически. Очень стрёмная тема. А потом во дворе ходила история, молва об игре про зомби. И типа, ну я помню, как-то они так рассказывали, но что вот чисто из рассказов игра, ну, казалась супер стрёмной. Ты просто слушаешь и охереваешь. Я прям даже зассал пойти посмотреть на эту игру. Меня вроде приглашали там, ну, к ним домой поиграть, там какие-то два пацана были, они из богатой семьи, по-моему, были. Ну, первый PlayStation. Ну и как-то я такой, нахер я не пойду. Ну, в общем, так, да. Для меня Diablo первый был хоррором. Ну, представляю. Там все такое темное. Ходишь. Всякие разные монстры нападают и так далее. You don't really belong here. То, чего я в 5 лет боялся смеха зомби You sound bitter about it. из ПВС-1, когда запускаешь сюжет. People didn't А что за ПВС-1? Смех зомби. PS1 и PS2 мне в детстве подарили игры Gothic, Star Wars, Battlefront, 1 и 2 Lego The Lord of the Rings. Да, они прикольные. Лего игр было до хера, я помню. Прям очень много прикольных, интересных. Лего Рейсинг. Ну растения против зомби. Plants vs. Zombie, понял. Brains. Others didn't want the scraps from your table. The mainland. Ну ладно, старая, короче, ты меня утомила, если честно. Так, короче, собрать припасы для серой матери. Наполнить холодильник серой матери 8000. В смысле? Наполните попеленницу серой матери дровами 12. Охереть можно. Многовато как-то. 8000 это типа в калориях или в килограммах? Я что-то понять не могу. Ты чё, мать? Ты не лопнешь? Ну ладно. В 3 классе прошел Call of Duty 4 без мышки. На ноутбуке играл, просто с ножом бегал и резался. Сейчас не могу с мышкой нормально пройти. Да, это жестко. Так. Давайте воду приготовим. Разделаем товарища кролика. Так, выпей воду. Че зря ему пропадать. Так. Крольчатину приготовим. Подождем на готовности. Съедим. И ляжем спать, скорее всего. Подожди, что? Напитки, источник света, навигация, огонь. Поспать. My energy is just disappearing. Так. Ну что, пойдем на 2-й этаж, наверное. Там ляжем спать. Чел устал очень сильно у нас. О, кровать. Так, тут в принципе тепло. Давайте 5 часов поспим. Завтра на Олимпиаду по информатике иду.
Оценки по информатике это максимум 3. Ну а пробуй себя. Чё это? Постарайся поучаствовать во всех активностях, которые происходят в школе. Потом будет что вспоминать. Never been so hungry in my life. Блин, опять я голодный. Так. Картонная коробка. Открыть сундук. Ключ с сундука Лилии. Нужен. Хорошо, не ной. Сейчас, подожди. Маккензи. О, наконец-то что-то видно. Окей. Блин. Она вообще спит? Так, шкаф. Здесь есть. Я хотел было сказать, есть одежда теплая, но... Не судьба. Я просто пытаюсь больше уделять время спорту, потому что не хочу одеть пиджак, а он не подходит за лишний вес. Понимаю. Впервые в жизни вижу бурята с наковушками. Я не бурят, я саха. Я из Якутии. Вот, если хочешь посмотреть на бурята, то есть канал Кайфующий бурят. Вода не питьевая. Кипятить воду. Вот реально, просто так и называется Кайфующий бурят. Be hungry later. Блин, классно. Вода. Класс. Так, вот этот холодильник надо наполнить, да? Печка, картонная коробка, котелок. О, жесть. Вот теперь я себе приготовлю, блин, столько клевой еды. Отлично. Генрих Майши, Подписка спасибо за оформлена. подписку. Спасибо. Так, возьмем воды. Как относишься к людям, которые просто оскорбляют всех, например, за лишний вес или за то, что родился некрасивым лицом или родился лысым? Как к таким людям отношусь? Ну а как еще можно относиться к таким людям? С жалостью, наверное, знаешь. В том плане, что такие люди... Ну, у них не все может... Ну, точнее, не все хорошо с самооценкой, это точно. Они за счет, типа, оскорблений всяких вот подобных, типа, за счет только внешнего вида стараются, типа, ну, как-то самоутвердиться. Ну, это же очевидно. У них явно там какие-то свои комплексы, до которых они не могут... Ну, или какие-то личные цели, до которых они не могут там достигнуть. И как-то, чтобы им самим стало легче, им проще, типа, просто оскорбить незнакомого человека просто за... Ну, с нихера. Ну, там, например, им, видите ли, пришло в голову просто не, даже не так. Им, например, вот хочется быть так, вот это вот здесь оставим. Надо это дерьмо высушить. Вот хочется им быть богатыми, да, скажем.
быть богатыми, там, иметь дофига денег, там, или они, ну, не знаю, просто хотят себе кошка-девочку, а они не могут. Ну, потому что они, ну, сами вообще не полное дерьмо и так далее. Ну, то есть, или просто не уверены в себе в достаточной мере, чтобы просто завести отношения с, ну, с кем-либо и тому прочее. Ну, в общем, такие. Они, в общем, свои проблемы стараются проецировать на других людях. Возможно. Чё, блядь? Тут же собак нет, наверное, это волк. Охереть, это волк. Прошел до конца Last of Us, да, проходил до конца. Привет, Арканон, здравствуй. Родился лысым. Кек. Да. Ну или просто, знаешь, человек, ну, тупой. Ну, это тоже достаточная причина, типа, оскорблять других людей, он просто тупой. Вот не хватает ему мозга, ну, быть каким-либо другим человеком. Ему проще, ну, быть тупым. Так. И когда у тебя, ну, особо мозгов нет, единственное, что тебя может порадовать, это, ну, типа, там, не знаю. Блин, нет, не зажигай, не зажигай. Тихо, тихо, тихо. Что? А, фак, что? Блин, я ничего не вижу. Тихо. Давайте сидим, кричатину. Упала на пол, ну что поделать? Этого ведь никто не видит. Блин. Зачем кошка-девочка, когда есть кошка-якут? Вот теперь, да. Теперь, да. О, травяной чай. Металлическая полка. Охереть, это хранилище. Скибиди доп-доп гг. Да, вот тоже. Ну, возможно, кстати, если так задуматься, благодаря тому, что скибиди доп-доп есть, эти тупари, ну, свою злобу не проецируют на других людях. По крайней мере, по меньшей мере это происходит. Им достаточно вот этого скибди-доп-доп, и им прикольно. О, нифига, наконечник стрелы. Класс. Так. Блин, это банк какой-то, что ли? Так. Для меня в детстве игрушечная гусеница была хоррор. Ебало, человек, кошмар какой-то. Надо мной так никогда не смеялся в школе, но часто вижу, как других оскорбляют по таким же проблемам, которые у меня. Я не люблю общаться с классом, с третьим классом, потому что мне просто неприятно, но зато в прошлом году нашел просто свою копию. Типа все говорят, мы как один человек, только он худой или блондин. Ну, повязка, nice. Это хорошо, когда находишь друга. Я вот, например, с моим лучшим другом, с которым мы, ну, еще со школы общаемся, познакомились также в Олимпиаде. Ну, как бы и до этого, блин, мы были знакомы с одного класса. Но просто прикол в чем? Тогда вот в Олимпиаде мы типа впервые нормально заобщались. Как-то вот искали какие-то, ну, там были какие-то всякие разные типа вопросы. Ну, квиз, понимаешь?
И как-то вот ища всякие разные вот на эти вопросы ответы, обсуждение шло и так далее, и мы как-то заобщались. Ну, и типа такие, прикольно, ты шаришь, и все такое. Так что постарайся реально участвовать во всяких разных таких вот событиях школы и там прочее. Но от этого хуже не будет точно. Так, почтовый. Блин, а мне тем временем на самом деле кончаются эти... Ну, во-первых, я голодаю. Во-вторых, что по весу? А по весу все окей. Часто приглашают на мероприятия по биологии. Нормально. Так, мне фейшфайр нахер не нужен. Блин, вот напрягает то, что у меня кончается. О! Так, город Милтон был основан в 1911 году как база для добычи угля в местных горах. О, тут много угля. Ага, так. Проселочная дорога, ведущая по рубежу вглубь острова, была шоссе, порт Мэри. Так, позднее по Великому Медведю была проложена новая трасса. Ну, оказывается, где мы сейчас находимся, есть какая-то трасса, которая пролегает через весь этот остров. Нормально. После разрушения ситуация стала еще сложнее, но так как Великий Медведь практически не посещали ни туристы, ни рабочие. В конце концов, Милтон фактически вымер. Если не считать нескольких убежденных отшельников, стариков, которые держат в городе воспоминания. Понял. Все ученики моей тети, которые живут в деревне, они стали почти все врачами. И некоторые из них медики в моей школе. Прикольно. Так, у меня спичка сейчас догорит. Потом прочтем до конца. Что за железо на компьютере? Блин. В описании канала нет, да, по-моему? Ща, погоди. На компьютере у меня видеокарта хорошая. 3080 стоит. Процессор 7700K. Но он не раскрывает в полной мере возможности видеокарты. Блок питания хороший. Вполне себе вывозит всю эту тему. И 32 гигабайта оператива. Все, в принципе, прикольно. Ой, газировочки выпили хорошо. Это можно есть. Жесткий, не очень плотный, но съедобный. А, да? А это? Как труд. Угу. Что это? А. Покинуть, да. Металлолом. Газетный рулон. Ладно. Надо аккуратно. Тут прям рядом сраные волки бродят. Они скушали там одного этого зайца. Не дай бог меня учуют, скорее всего, не будет выслеживать все время. Блин, вон, смотрите. Зайца поймал, походу. Ублюдок лохматый.
Помню, все в летнем лагере радовались бродячей собаке, а затем увидели, как она есть голуби, сразу же перестали к ней даже подходить. Ну, да. Блин, стоило днем походить на самом деле. Что-то я, конечно... О, спички, найс. I can always use more food. О, корм для собак, найс. Гладить бродячих собак. Ну, это такое себе, да. Я 5 лет достал домашнего ежа за поеданием мыши. Прикольно. Охереть. Так. О, Use this. да ладно. Чашка кофе, прикиньте, ребят. Вот это я везунчик. Так, попахивающая крольчатина приготовленная. Попахивающая, ну что-то сомнительное, но окей. Как сказал бы товарищ Тиньков. А, да? Я могу? Лол. Ну, видимо, с бачка отсюда вытаскивается вода. Сирстроминг. Да, нормально. Чтоб ты понимал, я в 5 лет думал, что они кроме молока ничего не лакают. Ну, я только что узнал, что они могут еще и, типа, мышку захерачить. Ежи прикольные получается. О май вамо шиндеру. That'll come in handy. It's okay. Сомнительно, но окей. Так. Блин. Ферментированная вода. По идее же вообще там, ну, ничего сложного же, да, по-моему? Или вот вы, может, разбираетесь в сантехнике? Вот как вообще вот эта вот тема работает? Так, ну-ка. И вот о чем? Так, еще. Так. Вот, например, вода, которая, ну, поступает в бачок унитаза, и которая, например, вытекает из раковины или вот в душ, там прочее. Это же одна и та же вода, не может же быть, чтобы, ну, отдельный санузел был чисто для туалета, а другие для там, ну, другой типа вот темы. Там все единое, там вообще типа насрать. Тайник в Милтоне. Привет, подруга. Ворчун из касатки забыл закрыть заднюю дверь, так что я заглянул внутрь и захватил кучу всего полезного. Думаю, в дороге все это очень пригодится. Жду не дождусь, когда мы с тобой доберемся до большой земли. И наконец будем вместе. Встречаемся завтра, как и договорились. Я припрятал все, что успел стащить около упавшего дерева в болотах за церковь Святого Кристофера. Помнишь, мы как-то раз сидели там с выпивкой твоей папаши? Окей, так. Упавшее дерево в болото за церковь Святого Кристофера. Беру. Припасы, тайник. Окей. А кто-то думал иначе? Мне когда было в 6 лет, меня оставили в квартире двоюродной сестры.
3, одного с собакой, которая больше меня, я стоял, боялся ее, потом она на меня накинулась, а я стоял прямо рядом с ней и успел убежать. Был страх собак. Фален, подчеркивание, Акела активировал награду за 10. Сколько стрим идет? Типа еще будет идти, имеешь в виду? Или сколько сейчас он идет? Ну, на продолжительность, ну, точнее, если хочешь узнать, сколько он сейчас идет, то просто посмотри на таймер плеера. Час 40. Так, козырьки проверим. Ничего. Ну, в общем. Ну, еще будет идти, не знаю даже. Ох, найс. Я пока еще не решил. Так, давайте. Для разрушения нужен свет, ты прикалываешься? Ладно, это, ну, вообще это логично, хорошо, это логично. Ладно, пойду готовиться к Олимпиаде. Пока. Давай. Подготовься хорошенько. Не переживай, все у тебя будет хорошо. That did it. В смысле? Блин. Как она быстро сломалась-то. Точнее, потушилась-то. Так. Так вот, насчет сантехники. Типа, это так или не так? Could eat anything right now. Ёлки-палки, мне нужно покушать. Блин, сомнительную банку сардин я скушал, конечно. Но... Давайте скушаем. Вот чашка кофе. Нет, давайте чашку кофе утром выпьем. Так, тут был еще один стул уже. Ё-моё, вообще ни хера не видно. Да, вот он. Так, хорошо. О, прикольно. Смогу обеззаразить раны. Обработка ран. Топовая тема. Да ёшки. Что? Привет, Ятрок. Выживач? Да. Да, не удивляйтесь. Да ладно. Сик. Ладно, придется поесть. Что поделать? Попахивает, но убирать не приходится. С прошедшим. Спасибо, Ятрок. Спасибо большое. Сегодня, кстати, вот ходил на тренировку. Собираюсь ходить каждый день. И вот друган приходил сегодня. Составил мне план тренировки. Не видно, наверное, нормально. Но, в общем, там на каждый день у меня.
Постараюсь придерживаться этой темы. Посмотрел список видео, как концовка Titanfall. Угарно, прикольно. Жалко, что вообще игру забросили, конечно. Не загонять начни с кардио. Не, вообще, как там будет? Так, подожди. Почти невесомый нейлоновые ботинки лучше, чем бегать по округе босиком на немного. Так, сейчас. Надо бы отремонтировать. Расстроился. Ну что поделать? Не, ну там же не... Вроде бы он не до конца умер. Там же вроде что-то от него оставалось. Насколько я помню. Типа ядро, не ядро, что-то думаю. Если это можно назвать смертью. Ну, философский, конечно, вопрос. Я считаю, что скорее можно. Ну, разве что если у него бэкапа нету. Резервная. Как его хранилище данных или что-то типа того. Он же все-таки ИИ. Так, в ковчеге все расщепилось же. А мне казалось, он типа выжил в какой-то мере. Типа от него что-то оставалось, мне как будто бы. Нет, что ли? Не знаю, какие-то записки. Просто у меня спичка. И она тушится, поэтому надо это. Купил комплектующие. Нет, какие комплектующие? Ничего не покупал. Но если ты для компа имеешь в виду, то нет. О, спички. О, как много спичек, 30, нормально. Термобелье, пога. Хорошо. А, погоди. Куда я его наливаю, интересно? Найс. Факельная ракета. Нормально. Дверь никуда не ведет, типа. Ладно, пошли к этой. У меня в КС как было 200 FPS, так и осталось. Просто мне мешает. Да, под процессор все-таки многое зависит. Эх. Короче, просто бегу. Сейчас зашьем одежду. Поделаем всякое такое. Но стала задержка маленькая. Чего, блин? Так много времени же осталось. Точнее, я же много времени был на улице. Я их только поставил и пошел, а тут время как будто бы остановилось, и они не выпарились. Интересно.
Это бабушка серая мать себя называет. Ну, ее так называли, и она такая, блин, ну, я, походу, серая мать. Вот, так вот она и живет. Поношенное термобелье, потрепанное термобелье. Потрепанный тонкий шерстяной свитер. Приличная обычная парка. Питьевая вода. Давайте выпьем. Так, давайте попробуем зашить что-нибудь, да? Так, свитер Маккензи. Так, дай-ка вот свитер Маккензи попробуем отремонтировать. Риск растяжения? В смысле? Как ты мог растянуть лодыжку от того, что ты чинишь свитер? Чувак, что с тобой не так? Как ты это делаешь вообще? Штаны Маккензи. Так, ремонтируем. Так, 24 минуты. Спортивные носки. О, высушенная кожа нужна. Так, погоди-ка. Свежие кишки. Ну, такое. Для Балдура огромный патч вышел. Так, 2 литра питьевой воды. Научись чинить одежду и ухаживать за ней. Одежда этот навык спасет. Ага. Я не учился. Так. Вода 6 литров. Давайте сбросим здесь 5 литров. Ничего себе. Походу эта игра душная. Ну, не сказал бы. Так. Это просто выживач. Но вполне себе годный в том смысле, что у него еще и какой-то прям такой нормальный сюжет есть. Сюжет, который интересен мне. Это обычно в этих выживачах всегда какая-то такая типа туфта какая-то творится. Необъяснимая. Так. Что бы сбросить? Древесину? Дай-ка я бабушке этой сразу древесину закину и вот как-то фигня называется. Поленосборник. Поленец. Поленосборник. Так. Так. Понять бы сейчас, какое время на улице. Угу.
Ну ладно. Так, спим 5 часов. Ой, класс. Вы гляньте. Все. Так. Это все дерьмо пускай сушится. Давайте себе организуем кофеек. Балдеж. Согревание. Так. Усталость снизилась. Так, хорошо. Давайте-ка продолжим чинить нашу одежду. Так, вот термобелье надо чинить обязательно. О, смотрите-ка, полностью вылечились почти что. Так, что еще, что еще? Рубашка Маккензи. Так. Шарф. Давай-ка шарф. Так, мы 2 куртки носим. Видимо, 2. Так, что еще? Давайте вот это дерьмо разберем, получим высушенную кожу из него. Зачем мне такая дырявая? О, отлично. 2 высушенные кожи получим. Ботинки, в которых мы были на момент крушения. Так, хорошо. А, вот так вот можно одеваться. А, ты посмотри. Так, тогда давайте-ка мы починим вот этот вот свитер, очевидно. И просто 2 свитера будем носить. Капец, тепло должно быть. Так. Давайте порвем. Да елки. Так. Ткань дополнительно пускай нам нужна. Так, мы немного что-то это... Так, вода же есть. Вода, вода, вода. Попьем. Отлично. Так, покушаем. Что еще, что еще, что еще? А, ну давайте продолжим чинить. Так, где там мой свитер? Во! Хорошо. Так. 2 термобелья носим. Принадлежности всякие. Так. Ботинки чинить обязательно надо. Все. В принципе, готов.
Травяной чай. Так, выпьем. Эффективный отдых. Так, надо было этой бабушке еще что-то. Ладно, потом. Давайте еще раз поспим. Так, поспим до хера, пожалуй, 12 часов. Хочется до следующего дня поспать, чтобы... Ну да, мы этого не сможем. Так, ладно, это нормально. It's okay. I'm gonna need to eat soon. Так, покушать, да? Ну, давай поешь это. Собачью еду. Все запасы еды уничтожаем. Да, это нормально, ничего. It's okay. Так. Так. Давай-ка банку кофе сделаем себе. Чашечку кофе. Все. Вообще огонь. Ну, погнали. Пора собирать всякие приколы. Ну, кстати, не так уж темно на улице, хорошо. Так, вот тут ближайшие дома давайте заценим. Угу. Так, еще что-то видно немного. Так. О, интересно. Повезло. О, высушенная кожа. Так, хорошо. Так. Ткань. Да, пора бы нам, кстати, добывать ткани всякие. Разбирать предметы почаще. Топорик. Ну, топорик-то, надеюсь, не сломается. Угу. Что-то я немного испугался этой лошадки, я подумал, кто-то стоит. Ладно. Так. Время, кстати, хорошо рассчитали. I can still eat this. Светло. О, это же, нифига себе, обеззараживатель воды. Таблеточки какие-то. Тостеры. Чтобы разбить, требуется ножовка. Ничего себе. Так. О, это... О! На нашей улице праздник. Персики в банке. О, рюкзак. I could use this. Ух ты! Приличная шапка из... Так. Лыжная шапка, которая... Так.
на пол хуже, кажется. Давайте вот это тогда разберем. А наша шапка оказывается в плохом состоянии, поэтому мы его сразу тут же на месте отремонтируем. Угу. Найс. Бонус тепла 13. Ага, так. Окейушки. Машинки. Так, что? Пластмассовый контейнер. This stuff will come in handy. Шерстяные носки. Кстати, шерстяные носки должны мне давать хороший прирост в тепле. Так, занавеску рвем. Угу. О, еще светлее стало, как будто бы. Прикольно. Полотенце тоже рвем. Как можно больше ткани нужно. А ковер? Ну ладно. Так, вот тут какая-то вот дорога есть. Хотя я по ней и спустился, наверное. Что, смог найти в Xbox? Пока еще не входил. Вот просто вот есть во что поиграть пока что, поэтому не заходил. А тогда сообщение твоего получал. Наверное, тебе надо будет, типа, ну, скинуть там. Вот эти вот приколы. Госзатер. Ага. Авторизовать надо будет. Да. Блин, в машине как ничего нет. Они все багажник закрывают, что ли? Почему тут нету кнопки, которая открывает багажник? Она же должна быть. Нереалистично получается. Че, сейчас во что-нибудь играешь, Арсен, из геймпасса? This will keep the lamp. О, топливо для фонаря. Ух ты. Нет вообще. Вот у меня вот заказывали как-то вот Long Dark. Я проверил, кажется, она мне вот была в Стиме. Закачал. Балдею теперь. Хорошая игра. Хоть я не люблю выживачей, но да, она мне конкретно нравится. Вот эта вот тема с выживанием в условиях экстремального холода, знаешь, она как-то мне вот интересна. Анна Гулган, которая ждет. Сейчас подойду.
If I can still eat. Морс принес. Арканунг активировал награду за 110. Could end up being useful. Ха. Так, подожди-ка. Оно лучше или... Хлопок, наверное, так себе, да? Ты же во всякое играешь. Игры не для тебя. Понял, понял. Ну, я заценю, ага. Да и вообще лишним не будет. Все-таки там новые игры же выходят, как бы, как, ну. А вот это же самое главное в геймпассе. В день релиза они там появляются, ты можешь поиграть в них. Так что да, это будет супер. Супер-пупер необходимо. У геймпасса одна проблема. Ну-ка, какая? О, кроссовки. Use this. Это отсутствие времени на то, чтобы поиграть все, что хочешь. Так это проблема не геймпасса, а лично твоя предкраска. Ну, личная проблема человека, а не торговая этого. Как бы. Не хотелось душнить, но это правда. Я там пополняю свой список. Next to play чаще, чем прохожу игры. Ну это да. Да, вообще оно так. И особенно в этом году оно так, потому как, ну, что-то этот год прям вообще забомбил, да? Новыми играми. Просто хереть можно. Типа сарказм. Понял. What have we here? Поношенные спортивные носки. Не трогай. Так, все. Тут, в принципе, окей. Там еще куча игр, которые я хочу купить, но не сейчас. На распродажах и там прочее пройти уже может. Ну так. Чисто по геймпассу, чтобы досталось. Там типа норм же не. Все, темно. Уходим. I've been so hungry in my life. А, господи, я голодный. Да, с едой это проблема на самом деле. Так. А, я еще, и, кажется, пить хотел. Почему ник Нолан? Привет, Петя. Ну, просто Нолан. Хорошее имя, я подумал. Однажды...
Но я так хотел вот самого младшего сына так назвать, третьего сына. Но все были против, поэтому я так подумал. Ну, назову таким образом тогда уж хотя бы канал. И все. О, сгущеночка, нихера себе. Нолан. Почему против были? Просто, ну, не понравилось имя. Это, например, если бы кто-нибудь там предложил имя Роман, то, ну, это бы там, ну, например, мне бы не понравилось или еще кому. И просто это. И все. Меня, кстати, как-то хотели назвать Романом, помнится. Ну, нифига себе, тут людей сожгли. Ну, типа просто. У меня же отец Романович, вот в честь своего отца хотел называть. Ну, а потом через какое-то время передумали. То есть я был Романом какое-то время. Ну, типа, по-моему, я был Романом около недели, что ли. Я точно не помню, как они рассказывали, но... Ну, какое-то время Романом я точно был. Ромыч. Да. У тебя жизнь была бы совершенно другая. Возможно, да. Не, ну вообще от имени много зависит, да. Это по правде. Это так и есть. Так. Все равно есть вот это вот, надо ярлычок библиотеки, мне кажется, это наша из эпохи динозавров. У подрастающего поколения, наверное, уже подписки заменит вот это вот желание. Угу. Что моя борьба. Есть люди, которые вообще цифры не признают, это как десочки на полочку поставить, да. Меня зовут друзья Токарев. Нормально. Чисто Ромыч. Да. А кто на английском балакает? Алекс. Алексом называют. Ну, нормально. У тебя жизнь была, да. Таким и сыном Нолан норм. Теперь ты режиссер. Не О, а УО. Это же, по сути, якутское имя. Я узнавал, я проверял. Именно поэтому я и хотел назвать так. Блин. Сука, он воет где-то близко очень. Стремает меня. Волк позорный. Потом планет. Как? Как? Я, ну, я, конечно, ничего не обещаю, но я не понимаю, как я это сделаю. О. Персики еще приготовил. Вильтрамитом. А, я понял. Его тоже звали, но он точно. Блин, хорошо еще не поел. Ба-ба-ба, он принадлежит таким же, как и... Ба-ба. Блин, темнеет так-то. Может, не стоит? А может, стоит? Хотя я устал. Давайте вернемся. Вспомнил cool story про Game Pass. Какая-то игра выходила в стиле... В Steam стоила 4К, не помню, что за игра, но в Game Pass она была со старта и подписку можно было за копейки тогда подключать. И у меня даже коды были на 1-2 недели. Помню, знакомый на отрез отказался играть через Pass. Прямо с религиозным отрицанием поставил этот гол на 4К и ни хера не собрал. На всех обиделся. Че за дурень? Дурень.
Чисто дурень. 4К. Да уж. Два года, 3. Прикольно. Так, выпил воды. О. Так. По обычаю пьем кофе. Блин, не могу с утра без кофе вообще никак. Люблю, зараза, кофе. Так, теперь нам надо бы надыбать еды. Нам нужно еды. Скорее всего, мы будем херачить зайцев, так что я возьму камней побольше. Одни якут со старта в пассе отбили стоимость моей подписки многократно. Ну, по сути, там вообще нормально, да, очень хорошо. Вообще удивляет тема пасса. Как они это делают. Но в том смысле они прям у разработчика покупают игру и раздают ее бесплатно, или как, интересно? Microsoft такой, допустим, берет и выплачивает с учетом стоимости разработки игры, там, ну, чтоб, ну, скажем, сверху еще там 10 миллионов или там 5 миллионов, 1 миллион. Или там какая-то договоренность у них имеется. Интересно вообще, как это устроено. Любопытно. Ну, я вот о том, например, вот новые игры же всякие разные выходят. Там на время, в зависимости от игры, разные суммы. Понял. Так, а там что? Какие-то индюшки рассказывают, что за попадание в пас отбивали стоимость разработки сразу. А, интересно. Блин, вот слышу дохера воя собак, волков. О, 3 волка. Не, я тут, пожалуй... Мне тут... Или я че, ссыкло, что ли? Пойду-ка я туда, пожалуй. Я просто не буду попадаться на глаза этим сраным волкам. Тот же Silksong сразу в пассе. Но красота же, осталось дожить до релиза. Сука. Блин, долбаный Silksong. Вот вроде бы она есть, но в то же время и нет. Или как вот в этом говорили. Ты видишь Silksong? Нет. И я не вижу. Ну а да, есть. Ептрить. Вы смотрите, там олень. Я бы смог, если бы я убил этого оленя и залутал бы его мяса бы с лихвой хватило бы. А, я вспомнил еще в этой игре такой прикол, то что если я убью кролика... Охереть, оно в доме. В сарае в этом, точнее. Долбаный волчара говна. Чё она рычит-то? В Москве лютый трэш творится.
Райский лого. Ключ нужен. Блин, серьезно. Сука. Летишь, снегопад идет. Блин, жестко. Ладно, пойду я последнюю тренировку на воле. Вернусь позже. Хорошо. Вот, кстати, я вот Акела заказал игру. Эту. Вы можете также заказывать игры за баллы канала. Вот. Папа, А, если я тобой. Хотлатында. У тебя. Почему? Что такое? Из-за того, что желудок болел, да. Ничего гунда. Ничего гунда. Кумань. Люблю. Играю в интересные для массы игры, Тарков, танчики, люди смотрели больше. Да, херня. I could use this. Риск переохлаждения. Блин. Да за шо? Вот, сука. Да блин. Ты прикинь. Вроде бы глобальное потепление. Блин, почему у меня руки голые? Это что за прикол? Я же в перчатках. Блин. Ловкие сраные зайцы. Может быть, в Truck seems to be машине? dead. Engine won't even turn. Но внутри машины нету ключа никакого. Ну вот, например, в Тарков я прямо особо, ну, вообще не хочу играть. Вообще. Так, не хочу. Сама по себе игра, мне кажется, полным говном. Но в том плане, что игра, она какая-то чуть ли не... Нечестно изначально, что ли. Все зависит от того, как много денег ты потратишь на нее. Вкинешь full прайс вообще, типа самое дорогое издание, Татаркову купишь, у тебя там большой этот, как его там, склад будет, там, что-то и так далее. Короче, преимущества одни, оружие хорошее, там прочее. Возьмешь обычное издание, тебе что-то там дадут, какую-то херню, там, что-то какое-то оружие, но опять же, там, ну, Тарков весь завязан на том, что ты, ну, идешь с этим оружием и можешь его просрать. Соответственно, меня вот этот вот момент вообще не радует. То, что я куплю эту хуйню, оружие, да, дорогое снаряжение, там, с броней и тому прочим, просто проебу его в каком-нибудь первом выходе. Зачем мне это? И потом игра, она такая комплексная, слишком сложная в плане того, чтобы тебе надо понимать, типа, где респаунится та или иная хрень, там прочее. Там вот этот Тарков Вики надо штудировать, смотреть и так далее. То есть это прям такая задротная хуйня, что просто безумие какое-то. Мне так не хочется вот прям заниматься такой бесполезной полной херни штукой, вот как изучением игры, типа в которой я буду заниматься тем, что зайду в Тарков, и потом мне надо будет убежать из Таркова. Да и, блин, умнее будет поступить просто не заходить в Тарков. Не покупать его. Очевидно же. Чел, поиграй хотя бы разок, прежде чем судить про донат.
Не-не-не-не, я уже играл. Были бесплатные выходные и тому прочее, я в него поиграл. Все, скорее всего, конечно, также зависит от скилла и тому прочее, но мне скилла, так скажем, не хватило, и за одни выходные я проебал весь стандартный лут, и по итогам стал топористом остальные дни, ну, оставшиеся часы этого бесплатных выходных. И, ну, я понял, что эта игра, ну, просто не для меня. И, соответственно, она, ну, лично для меня покажется полной хуйней. Короче, тебе любые игры с соревновательным уклоном не нравятся. Почему нравятся с соревновательным уклоном игры? Тарков это не соревновательная игра, это просто про то, чтобы зайти в Тарков, налутать говна и выйти. Типа, ну, чисто знаешь, типа как пойти в пятницу вечером в клуб злосчастный какой-нибудь, в котором типа обычно точно раз в неделю происходят какие-то драки, и это чаще всего происходит в пятницу вечером. Наебениться там, уберкваса, опьянеть, нарваться на драку, и потом, так сказать, выбраться из этого клуба, ну, без повреждений, так сказать. Ну, в точности это, ну, core геймплей Таркова, знаешь, чисто искатель на жопу приключений чуваком, типа ты такой, там, ну, позиционируешь себя, ходишь там, занимаешься всякими такими вещами. Такой себе, вот вообще не понимаю. Так, стример не быдло под пивасно, играет в интересные для него в первую очередь игры, а не общаковое дерьмо а-ля Fortnite. Не-не, ну просто я бы не стал называть каждый игрок говном. Просто вот лично для меня игры говно какие-то, ну, те или иные. Сами по себе-то они скорее, ну, годные, хорошие игры, потому что у них есть своя фан-база, и люди в него играют. Понятное дело. Но вот лично для меня, например, тот же Тарков вообще, ну, не нравится и все. Да, забавно ведь понаблюдать за твоими эмоциями. Скорее за моими просто страданиями и все. Fortnite одна из поносных игр, что я видел. Там сейчас, кстати, недавно концерт этого Эминема проходил. И как его звали? Ну, короче, концерт Криса Такера был намного лучше. Или как там его звали, я точно не помню. Также да, Трэвиса Скотта, да. Крис Такер. Так. Кстати, раз уж я зашел, надо починить перчатки. Ну вот, например, что мне понравилось из соревновательных игр, если говорить о них, да? В последнее время, что было хорошее. Хоть я и плевался и херевал, но сама идея того, как устроен этот соревновательный режим, вот Finals из самых свежих игр, он довольно годный. Очень такой втягивающий в азарт как бы это сказать слово такое, втягивающий в азарт геймплей, что ли, или что-то там вроде. Ну, в принципе, да, геймплей. Ну, как турнир они его построили. Очень даже неплохо сделано. Классно.
Даже City Skylines люди смотрят так, ты же на него плевался так же. Да, плевался, я помню, но кое-какие моменты из него я признаю. И плевался я там в моменте чисто... В моменте, по эмоциям. Типа, блин, как же я орал, рейджил, просто ненавижу. Но я поймал себя на мысли все равно, что я хочу вернуться в нее и поиграть еще. Как бы там уже изначально в самой игре есть какая-то интересная цель. Типа победить в турнире. А тот же Тарк, к примеру, ну просто типа, ну, хуй знает. Выбраться из Тарков. Нахера вообще. Не, ну там, конечно, все, наверное, тоже сложнее, конечно. Это я так рофлю. Ну, типа там, не знаю, какие-то говорящие головы или тупо PNG картинки будут тебе говорить: а, сходи, принеси мне там какую-то хуйню, убей 5 бандитов, убей там какого-то рейд-босса. Ну, кстати, еще там надо будет, не знаю, принеси мне флешку, я забыл его в офисе, в лаборатории. Типа. Ну и не. Ну, мне лично это не нравится. Ну, типа, нахуй. Наигрался в свое время вот этих вот игр, где ты бегаешь. Как это сказать? Мальчиком на побегушках. В играх Тодда Говарда. Прям на всю жизнь хватило. В пизду. Ну. Соответственно, поэтому и как-то людям, ну, нахуй вообще не нужна была также и вот эта вот Starfield. Она такая уебищная. Ладно, если бы она и визуальный геймплей, она была бы окей, но по факту она такая, блин, хуевая, боже мой. Заказал, мне интересно наблюдать. За каким казуалом? За казуальными играми? Кому как, не знаю, людям смотрят. Ты же должен преподносить уникальный экспириенс. Найди тему. Такая себе штука. Не знаю даже. Ну, я бы сказал так, что уникальный экспириенс лишь в том, что просто ты, ну, общаешься со мной, типа, грубо говоря. Просто ты общаешься с каким-то другим, ну, человеком, у которого есть какие-то свои мысли, у которого есть что-то, вот, у которого что-то происходит в жизни и так далее. Но не более того, типа в том смысле, что, ну, как это делали, вот, например, какие-то другие там люди, которые хотели как-то выделяться на фоне всех остальных путем какого-то вот, типа особенного экспириенса там и прочего. Ну, люди глупые сразу же, ну, пошли простым путем, путем унижений и выполнением каких-либо челленджей на стриме. Просто там, типа, разбить яйцо себе об голову и там прочее, и так далее, и так далее, и так далее. Это просто пиздец, конечно. Да. Но это явно не для меня очевидно. Какой-то, если вот говорить о уникальном другом хардкорном игровом опыте, вполне себе было. Я играл в хардкорные игры и проходил их до конца. Хорошие игры были. Типа, ну, начиная от самого попсового, типа, там, Getting Over It от Беннета Фоди. Там Only Up. Я его, кстати, спидранил.
О, так. I wanna be the Boshi. О, nice. О, nice. Jump King. Беги на выход. Быстрее. Привет, Сереж. Еще раз привет, что я пропустил. Да пока не особо ничего. Так, ходим, лутаемся, всякое. Ну, единственное, что мы сделали, это вот бабушки серой матери закинули дров бабаля. Теперь ищем еду. Сейчас вопрос о еде стоит. Вот подошли к церкви сейчас. Флисовые варежки. Флисовые. Ну-ка. Не, хуже намного эти. Да, хуже. Заводи машину и едь. Это не так работает, Серега. Серега. Это не так работает. День гнева тот день, что привергнет в мир прах, и свидетелями тому Давид и Севилла. А каков будет трепет, когда придет судья, который строго всех рассудит? Ладно, беру. О, горючее. Найс. Записка пастора. В общем, что-то, короче, случилось. Непонятно что. Ударила какая-то молния или что-то в этом роде. Точнее, не молния. Короче, какой-то электромагнитный импульс случился. И везде электричество пропало. И, соответственно, по этой же причине мы оказались здесь. Из-за того, что вот электромагнитный импульс ударил. Мы были на самолете, он разбился из-за того, что электричество отказало, прибор перестали работать. А потом далее выясняется, что весь этот остров, на котором мы упали, не знаю, это довольно-таки большой остров, в нем тоже везде электричество отсутствует, поэтому и машины не работают. Ты материшься? Ну да, ну ты как бы видишь, что я человек такой. Не то чтобы я, типа, отказываюсь не материться. Я постараюсь не материться. Но бывает проскакивать, что уж бывает. Что поделать. Раз худеешь, добавь награду отжимания. Не-не-не-не. Отжимания. Для этого есть спортивный зал. Тренажерный зал. О, зайцы. Ща будем охотиться на зайцев, ребята. Так, а вот это тайничок. Here it is. Lamp fuel. Could be useful. О, хорошо. У меня 300 баллов для этого. Для худения полезна награда попить воды. Ну, вообще есть. Маима, подчеркивание Эверуири, подчеркивание активировал награду за 110. Попил. Спасибо. Ну, правда, это был Морс. В смысле ты... Да елки. О, иди сюда. Офигеть, я подумал, кто подходит ко мне. Страшно. Смотрел прохождение длинной утки другими блогерами. Незаметный намек на Юджина. Кого вообще? Не знаю, нет. Ну, блин. Максимум, кого я из летсплееров смотрел, это Куплинова. Но сейчас уже не смотрю. Но было время смотрел много.
Из игрового контента, наверное, я смотрю чисто обзоры, пересказы, что-то в этом роде. По уже пройденным играм. И что еще? Something's gotta go. Блин, а откуда мне перевес вообще? Блин, эти книги. Типа наратора. Не, типа ББ, Зулина. Подобное. Пойду поем. Приятного аппетита. Не каждый раз, входя на улицу, хожу 15 этажей. Жестко. Вода и ходьба вообще, на удивление, мега полезны. Казалось бы, да, простые вещи. Но вообще, да. Понял. Ну потом еще нарезки всякие смотрю. Если вот говорить уже о стримерах, то нарезки бывает Юзи, Useless Mouth, Мэдисона. Иногда сейчас в последнее время редко Гитмана. Ну а также еще тоже сейчас очень редко Бровяна, Броуджей. Тоже, наверное, их не знаете, конечно. Мне даже не приготовлено ничего. Блин, жесть какая. Надо приготовить. Ну и приготовить. Хотя тебе там время нормальное, наверное, позволяет. Вот для таких случаев надо заготовить какое-то количество готовой лапши. Это точно. Блин, хотя зачем я сюда пришел? Так, давайте-ка запитоним сгущеночки. Ну или на худой конец, знаешь, даже не это, а что еще можно? Пельмени там, например. Хотя пельмень для тебя кушать, наверное, дикость, да, только? Слишком жирно. А вчера? Нормально. Ну, я думал, здоровый образ жизни в плане пельмени это уже типа слишком вредная еда, как будто бы. Ну, в плане похудения там прочее. Ты же еще хотел похудеть вроде бы. Блин, ты 67 килограмм весишь. При росте 180. Сколько тебе там было? Не вообще хуевая. Жизнь какая-то. Раз в 3 месяца можно. Я не хотел. Типа чуть было не похудел. Или вообще типа не получается. Мох надо собрать. Не худеть, не толстеть. Ох, нихера я меткий. Сюда. На. Глисты такие. Туса.
Блин, эти зайцы так-то тяжелые. По 2 килограмма каждый. Блин, у меня канистра еще была, оказывается. Ешки. Точнее, есть. Так, ну-ка, давай-ка по весу. Что самое тяжелое? А, ядрите, у меня много ткани. Блин, чел начинает у меня уже. Блин, волки воют и воют. Ладно, пошли, короче. Сдадим, пожалуй, эти. Зайцев сдадим. Блин, вот экшон начнется, когда меня этот сраный волк заметит. Это будет вообще страшно. У меня ничего нету, ни оружия, ничего. Убей волка, как заяц. Ага, сейчас, блин. Ладно, если бы был бы еще бейсболистом каким-нибудь, который умеет жестко кидать. На Твиче 5 людей. Если хочешь, присоединяйся туда. Если тебе одиноко на Ютубе. Значит, у тебя еда просто не переваривается. Естественно, баланс микрофлоры испортил. Да не, мне кажется, наоборот. Разве нет, Маша? У него метаболизм слишком хороший. Или что? Ну, типа, еда заходит, быстро усваивается, превращается в кал и уходит. Ну как, чисто вот, насквозь пролетает, грубо говоря. Не лень. Ну и в принципе так можешь тоже общаться, конечно. Не, еще до таблеток то же самое было. До каких таблеток? What the fuck? Значит, это еще проще. Рептилоид. Рептайл. У меня же уролог уже полгода травит антибиотиками. Кстати, так и не вылечил. Так. Готовим. Надо как-то уменьшить количество вот этого все. Ну вот, давайте из газет трутни превратим, а то ёлопало. Кстати, я теперь не мерзну на улице, как будто бы.
В смысле, я заработал себе растяжение. Туку-туку-туку-туку-туку. Стопка бумаги. Ох, устал. Так много рвал. Так, пьем водичку. Усиливает иммунную систему и имеет антибиотические действия. Так, пойдем положим. Making me feel really tired. — 81. Ёб твою мать. Это за что? Все. Мега чай выпили. Сейчас будем жестко отдыхать. Бонус отдыха появилась. Так, 6 часов поспим. Угу. Окей, так, хорошо. Бонус. Так, кормим бабушку. 703. Хорошо, слушай, неплохо. Так, разогреем нашу чашку кофе. Угу. Так. Ну и пойдем. Ну, пойдем. Вот это я бегаю, конечно. Прям спортсмен. Так, домик какой-то вижу. О! Место какое интересное. Так. Камушки подготовим на всякий случай. На случай зайцев. Чё зеваешь-то? Усталый, что ли? Почему?
Это что за звук? Рогоз. Стебель рогоза. Не знал, что рогоз кушать может, конечно. Точнее, стебли. Усталость снизилась. Вот бы клонированный человек увидеть и оригинал. Как думаешь, как скоро это будет возможно? Все-таки запрет на клонирование человека же все еще актуален. Очевидно, что, скорее всего, можно клонировать. То есть, возможно клонировать человека. Но пока еще непонятно, насколько хорошо. Втихую делают. Скорее всего, да, скорее всего, да. This will keep the lamp burning. О, записка. Тайник в пещере. Больше никому не могу доверять. Люди уже отчаялись, хотя мы без электричества всего несколько дней. Я спрячу несколько припасов в нашем местечке под городом. Над городом. Там, где мы вместе смотрим на звезды. Лишними они не будут. Все равно помощь придет не скоро. Вау. Найс. Тайничок, тайничок. Тайничок звучит как тройничок. Так, как вы думаете, был бы я чуваком, который жил здесь и думал был провести где-нибудь романтичное время? Наверное, там. А возможно, там. Но откуда-то сверху, короче, они смотрят на звезды. Но первое, что приходит в голову, это точно вот эти скалы. Там должна быть где-то пещера. Ты клон. Этого парня. Из смайлика. А может, ты клон? Ёпта. Блин, как фильм назывался с Арнольдом Шварценеггером, там, где он, короче, с клоном, там с тем клоном, короче, обыгрывалось. Не фильм с Дэнни Девитой, а другой. С Дэнни Девитой, конечно, забавно. С ним только Терминатор смотрел? Серьезно? Нифига себе. Вспомнить все не смотрел? Вспомнить все. Нифига. Да я тебе даже в какой-то мере завидую. Прям нормально. Реально годный фильм. Типа вспомнить все там было. Что еще было? Фильм же масонские творения. Сегодня смотрел фильм «Между двух папоротников». Ну, такой нормальный. Поношенная шапка из хлопка. Окей, ладно. Спальный мешок. Беру. История разрухи. Насрать наберу.
Горючее. Офигеть, тут еды, походу. Батончик, банка кофе. Так, еще батончик. Что? Это реальность? Газировочка. Нормально. Вареное мясо. Соленый крекер. Ух, нихера, серьезно? Ну, короче, это все мы отнесем к бабушке. Занесем ей. Положим в холодильник. А нихера, тут чел сидит. Жесть, там затарился. Можно мне только немного? Я поделюсь. Блин, я в него камень кинуть не могу. Go! Энергетический напиток. Let's go! Пара-пара-па-па-па-па-па-па-пара. Это был его запас на год вперед. Ленин завещал делиться. Так. Ой, еще пески. Сардины. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как хорошо. Все. Живем. Процветаем просто. Ну, хотя не я, а бабушка будет процветать. Давай, поговорим с Ильчоком. Еще один чужак. Ты сбежал из города? Сбежал из города? Нет, я только сюда добрался. Значит, ты не из беженцев со шоссе. У тебя стал вид. Иди сюда, погрейся у костра. Кам. Кто ты? Никто. Ты можешь звать меня Мафусаилом. Пафузала. Я здесь, чтобы засвидетельствовать уход эпохи. Что ты имеешь в виду? Раз ты не видишь знаки? Странно, но мне кажется, мы уже видели, старик. Вот как. Да, и само это место все так странно и пусто. Землетрясения изменили здесь все. Хребет великого медведя сломан, ему пришлось залечь на дно. Тогда почему ты до сих пор здесь? Разве мы с тобой не здесь не за тем, чтобы увидеть апокалипсиса? Я все золото. Подумаешь, просто метель, электричество вырубилось пара дней, и все вернется на круги свои. Не думаю, что это когда-либо произойдет. Что это за город? Не помню, чтобы он был на картах. Это Милтон, потерянный рай. Этот город — часть старого мира, заброшенная, никому не нужная. Здесь мало надежд. Мне нужна моя подруга. Вряд ли ты найдешь здесь друзей. Не знаешь, почему все машины заглохли и побросали? Они просто не перестали работать. И люди оставили их. Теперь это металлические гробы. Ты всегда такой веселый? У меня болит за тебя сердце, чужак. Мои дни подходят к концу, но тебе предстоит жить с тем, что осталось. Я ищу свою подругу, она была со мной в момент крушения. Судя по всему, она тоже осталась жива. Здесь другой никто не проходил? Много кто проходил.
Все они шли в город, но никто не возвращался. Будь осторожен и удачи тебе. Надеюсь, ты найдешь то, что ищешь. Окей. Чашка кофе. Хе-хе-хе. Залутал. Гриль. Так. Ну чё, пойдемте, наверное. Травяной чай. Даже без кофе оставил его. Так, мы побежали к бабушке. Скинем ей еду. И нормалдосики. Пара-т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 а. А прикиньте, можно было бы выбить окно бабушки. Ядрить, да? Тупо смерть. Бабушка любит собачью еду. О! Так, 3000. Так. Газировка. О, еще немного. Так, кофе вообще ничего не дает. Так же, как и чай, скорее всего. Так. О, немного.
Блин, чуть-чуть не хватает. Все. Офигенно. Ой, Дарси. Котя. Да. On the way into town, there's an old man. Glasses, big beard, walking stick. He seemed a little odd. Doesn't sound like anyone from Milton. Most of the elderly have gone. Or died. I'm the only one left. The only one from the old days. The old man outside of town, Methuselah, he said he'd seen other people walking towards Milton. Other outsiders? It's possible. Where would they be? Maybe my friend was with them. If they were outsiders, they might have stayed in the old schoolhouse. In the months after the quake, people used to huddle there for the warmth of the school's old coal burner. Rare outsider coming through Milton might stay there the night. If your friend came through Milton, chances are she ended up there. Have you been able to remember anything else about that night? Anything that might help me find my friend? I'm back in that night. Wind howling. Так. Voices passing through town. I can hear them. Just outside the window. It's windy, but the voices carry. They are yelling. Her voice, it passes through town. She's running. She's alone. Calling for help. But no one comes. Why didn't anyone help her? Yes. Why didn't they? They should have. They should have found her before it was too late. Anything else you can remember might help. They said men came from the tunnel. What about the tunnel? The only way out of Milton. The only way through the mountains. Скорее всего, просто чувствует тепло. Или типа того, не знаю. Если чувствует, что огонь начинает тухнуть, то просто берет и все, она типа мне доверяет. Так. Ну да, вот это опасно. Может легко спалить свой дом. Как делать нихер? Так. Текст. Что? Так, ну я здесь все равно остаюсь какое-то время. Мне тут кишки и это сушится. Они мне жестко понадобятся. Потом еще что? Тайники. И... Да, кое-какие моменты нерешенные. Ну, банковские ячейки. Закрыты всякие разные ящики. И так далее. Много-много всего. Надо решать все эти моменты. Блин, кофе не выпил, кстати. Ну ладно.
Я раньше удивлялся, как на севере могут гореть дома. Там же Мороза потом лично трижды наблюдал на Уренгое, как горели общежитие, склад, коттедж. И все три в разгар лютой зимы. Да. Вот, интересно, как это все в дождь какой-нибудь, к примеру. В дождь это, скорее всего, особо-то ничего не загорится. Огнем вообще похер. Ну, конечно, там такие высокие температуры, прикинь. Представляю просто. Угу. Блин, вот помнится в Таиланде дожди вообще лютые. Просто как жестко зальет просто. Не, вот такой дождь явно просто потушит нахер. Я даже уверен в этом почти что. О, уголь. Найс. Что это? Майнкрафт. А, There you are. Is it food or потрепанная шерстяная повязка. Фишфайр. Так, шерстяная повязка. Между прочим. О, дополнительная защита. Не, ну вы гляньте, как мне насрать вообще. Ни хера не холодно. Плюс. Хорошо, мы отлично подготовились, на самом деле, очень хорошо. Нападали звери, пока нет. Пока еще не нападали. Но я успешно избегаю волков. Волки были, их много, очень. Везде и всюду волки. Но я очень хорошо их избегаю просто. Профессиональный сыкун. Потенциальное мясо. Да, согласен. Вот мех, да. В этой игре из меха можно сделать одежду классную. Ты смотри, мне даже тепло становится. Я не играл, я так рассуждаю. Ну, ты прав, да, можно сделать мех, там. Сначала вот высушивается это все дело, я там сейчас сушу шкуры зайцев. И потом это все, потом мы превратим зайчи вот эти вот. По-моему, из зайцев превратить можно рукавицы, из волка шубу или что-то в этом роде. Тут даже из медведя, по-моему, что-то можно было сделать. hope nobody needs this anymore. О, шерстяные погерс. У зайцев мех пососно, нихуя тепло не сдержит. Ну, возможно. Ну, в этой игре так. Ну, зайцы, они чисто для вот рукавицы. Рукавицы, понимаешь? Не для всего тела.
Для рукавичек там прочее, думаю, наверное, нормально. Что-то мне захотелось прям рукавицы из зайца. Было бы прикольно, мне кажется. Блин, есть что-то ламповое, хотя не люблю срубачи. Да, прикольное. О, патрон от ружья, ничего себе. Так, это я нахер выброшу. А вот это надо разобрать. Ее можно пройти? Да, это сюжетная игра. Последний эпизод, правда, еще не вышел. Но сейчас доступны 4 эпизода. 11 часов сидишь, что ли? Нет, ты чё? 3 часа всего. Ты еще... Так. Точилка нужна. Ты шо? Точильный камень. Так. Что я хотел сделать? В казахстанском стиме. Ну, я когда-то покупал. Типа скидка была, по-моему. О, Could end up being useful. ничего себе. Инструменты. Это мы берем на распродажу. Да, это хорошая игра. Так, ну я инструменты надыбал. Интересно. Блин, вот почему нету у каждой машины монтировки или типа того? Че за народ тут жил вообще? О, собака. Точнее, волк. I'd better find some water. Так, выпьем воды. Так, еще с кишками нормально, 80%. Тут 20 херово. Так. Так, ну-ка. Факел. Блин, я мало чего умею. Так, мало что умею. Так, давай-ка попробуем крекера. Ну, неплохо так поднимает. Голод утоляет. Так, давайте-ка вот этих избавимся. Энергетик. Так, ей сказать нечего. Так, давайте приготовим травяной чай. Так, выпей чай, попой покачай, попой покачай. Выпей чай, попой покачай. Угу.
хватает всяких ящиков, чтобы разложить лут. Но это не такой выживач. Но мне это казалось немного реально абсурдом. Вот эти вот выживачи, где ты строишь себе ящики, там кровати, там рубишь деревья прям сходу. Это было, ну, так себе. Тут как-то более-менее приближено к реальности, как будто. Ну, без такого абсурдных моментов. Не, конечно, можно приготовить, точнее сделать себе ящик и кровать там прочее, но ты не станешь этим заниматься, сука, в лесу, когда ты потерялся. Ну, типа, я не слышал, типа, таких вестей о том, что, типа, найден человек, потерявшийся в лесу, но благо он смог себе построить хибару, 4 ящика, в которых он складывал свои вещи, и, типа, что-то в этом роде, типа, ну, бред какой-то. Да. Так, растопим снег. Томатный супец. О, нормальный такой томатный супец. Ой, давай еще персик все приготовлю. Вообще. Надо от лишнего веса избавляться. В карманах. Так. Ну что ж. Блин, вот как бы, да, вот играю на самой высокой сложности, но мне так много лута. Мне так много лута. Погоди, что-то для шиповника маловато. Я же могу больше. А, нет. А. О, вот повязок я могу сделать до хера. 40 повязок. Просто сюда. Блин, у меня котелок в воду все испарил. Огонь, точнее. В смысле, мне нету... А, нет, есть. Выпей чай, попой покачай, попой покачай. Кракерс. Блин, вот что мне так много весит-то? А, ну понятно. Так. Слишком много, очевидно. Ну, давай. 50 брошу тут. Так. Не знаю, куда я наложил повязку, но давай-ка избавимся от 10. Так, и что по весу? 30. Так, ладно, давайте-ка пока здесь у бабушки скинем. Если хочешь еще сильнее задушиться, поиграй в Кенши без перемотки.
X3 времени. Мне, кстати, Кенши дарили. Было дело. Мне вот как раз его Арсен подарил. Да. И говорил, поиграй. И однажды это случится, помяните мое слово. Пускай это не звучит как угроза. А как что-то хорошее. Выпей это. Интересно в Кенши как оно будет. Оно, я помню, точно, блин, жестко душное. В плане, там столько всего происходит в Кенши, что просто жесть какая-то. Так. В разных местах надо их разложить, чтобы они мне не мешались. Блин, я шкуру кролика не разложил. О, шкуру кролика. Три палки не хватает. Блин, там у меня в животе так много воды, что ли? Че это? Типа 3 литра это много? Надо оставить. Ну да, наверное, многовато. Да, смотри, великолепный век, если прям по жестокому попробовать задушиться. Че, эта игра душит, что ли? Блин, перестаньте. Нормально же вроде игра. Конечно, она такая, ну, не экшоновая, все дела. Но вполне себе feels good. Так. Блин, волк сраный. Я, кстати, в банк не заходил. The Long душнил. Так. Это кабинет типа управляющего. Стопка бумаги, ноутбук. Так.
Так, смотрим, ищем. А вдруг что-то упускаю? О, тут что-то есть. Нет. А как так, что это я не обыскивал эти места? А, да? Ничего себе. Просто бумага. О, кофе. Хорошо. Пусто. Если начнешь смотреть в чате будет мелкоть. Я такой должен был сейчас сказать. А, ну если так, то ну, конечно, то давай. Давай. А, погоди. Ну-ка. О, блин. Я так и знал. Так. Ну-ка. Аккуратненько. Так, теперь назад. 20. Великолепный век — это, походу, реально крутой контент. Типа клон нашего времени. Оу, Так, мы в деле. Так, что тут есть? Ключ от банковского сейва. Так, книга. I could use this. Пачка банкнот свою ценность не потеряли, но труд для растопки из них выйдет. Бабки. Какой конченый человек оставил шоколадку в банковском ячейке? Я бы такое еще понял бы в игре Тодда Говарда в Fallout, да? Ну я бы чисто такой... Эх, тот. Но это, блин, другая же игра. Батончик шоколадки. Да уж. Простая черепашка по имени Наташка. Такая ся крутая. И вовсе не молодая. Да ладно. Блин. Где-то 33 или 4. Ага. Блин, поверить не могу. Да собака, 40 что ли?
41 даже. Так, вот тут я, пожалуй, аккуратно. What have we here? Бабки, бабки, бабки. О, хорошо. Так. Что я могу скинуть? У меня много денег, как будто бы. Канадские, кстати. Так я в Канаде нахожусь. Или это Аляска? Ну ладно, пойдемте. Еще по пути золотаем зайца. Так, а вот этот дом с флагом я заходил? Да, тут разобранная мебель. Это точно было. Блин, хорошо, что игра помнит, где я был, слава богу. Тебе вообще заходит проводить стрим? Тебе вообще заходит проводить стрим ради 5 человек? Ну, да, нормально. Вот сегодня, например, вообще хороший стрим был. Пообщались. Хорошечно. Ну, вообще, ну, как-то это... Я считаю, что стоит как-то абстрагироваться от этой темы. Ради количества зрителей, там, ради... Блин, ну что ты делаешь? Типа ради денег. Вот люди иногда, бывает, спрашивают, типа... Точнее, даже не спрашивают, а... Вот стараются узнать о стриме, да, в плане, да, хотят тоже начать этим заниматься, но у них вопросы такие, типа, так сказать, неправильные, которые сразу, ну, дают понять о том, что, скорее всего, у них, ну, просто не получится стримить, потому что быстро выгорят от этой темы. Ну, тут ты молодец, респект. Ну, просто я по-другому играть-то как-то не хочу в этом дело, и все. Ну, типа, часто бывают вопросы задают насчет денег, насчет количества зрителей и там прочее, так далее, так далее. Скушали кого-то. Так, это чувак тут? Не, смотри, ушел. Ушел. Окей. Больше ничего не осталось, наверное. О, записка.
Да ёпты. Так. Уже забыл, что уже покушал. И типа уже дополнительно поел. Блин, бывает. Упс, да. Лишнего скушал. Главное, что ты играешь в свое удовольствие, параллельно общаешься с подписчиками и просто залетными путниками, остальное не важно. Это да. У меня еще также телеграм-канал есть. Вот там я вкидываю всякие разные вещи. Хорошие. Игровые новости, видео, видосы своей жизни, фотки. Ну там много чего интересного. Ну и вот анонсы актуальные о начале стрима. Антисептик. Опа, банковский. Хорошо. Так, все. Мотивация появилась, заглядывать в каждую, сука, машину теперь. Я уж хотел было как-то отказаться от идеи вообще заглядывать в каждую машину, но теперь получается, что надо. Так. Несчастный случай какой-то был. Ах ты заяц. Да блин. Где-то волки воют. Да ёпта, я не понимаю иногда, как целиться. Ну ладно, пускай. Ну, хотя, с другой стороны, я даже особо не вижу смысла убивать зайца. По идее. Угу. Флисовый капюшон. О, пога. Погоди, давай-ка попробуем починить. Угу. Офигенный капюшончик появился. Смотрите, какой я модный. Офигеть, неплохо. Не, лут у меня супер крутой. Очень хороший. Хорошо, что я начал играть на самом последней высокой сложности. Что происходило бы в легкой, точнее в средней сложности, я не представляю. Это был бы, наверное, вообще лютый абсурд. Слишком изично было бы, наверное. Просто прикиньте, что было бы. Печально, что надетое снаряжение по-настоящему не отрисовывается. Мне просто голая рука.
без перчаток. Хотя я в перчатках на самом деле. Привет, Павел. Здравствуй. Добро пожаловать на стрим. Здравствуй. Мы тут вот выживаем потихоньку. Пока затишье, ничего особого не происходит. Лутаясь там прочее. Ну а так игра сюжетная, если что. Надо двигаться по ней. Но благодаря тому, что я хожу лутаясь, там прочее нахожу. Ты глянь, как я тепло одет. Прям как будто бы мать собрала в школу идти. Прям очень тепло одетый. Так. Ну и потихоньку себе пропитание ищем. Зайцев убиваем. Так, сейчас. Ах ты! Говнюк мелкий. На нахер. Поймал. Да, я из Якутска. Я Саха. Из республики Саха-Якутия. Мен Сахабан Альбахтан берет Алабан. Блин, какая же старая песня, она просто пипец. Sun's setting. It's gonna get a lot colder soon. Блин, скоро станет холоднее, я понял. Приветствую, заблудшая душа. Надеюсь, вы поддержите уютную атмосферу данного стрима и вы задержитесь здесь. Да. Можно и так сказать тоже. Он врет. Он из Таиланда. Иди нахер. Я из Таиланда приехал вообще-то. Точнее, прилетел. Ехать-то я бы вообще охуел бы оттуда. Понятно, короче. С Машумом ни за что не пойду в этот самый... Как его называется? На разведку. Нас будут пытать, он сразу же сознается во всем. Даже больше расскажет, чем нужно. Ты тоже из Таиланда? А, ну классно. Не, я жил в Таиланде год. Также еще в Казахстане жил месяц. Нифига себе, тут заключенные были. Мертвые заключенные. Чего? Неотступные. И теперь, прикинь, кто-то сзади выставил. Кто там такой неотступный? Кто такие неотступные? Какой тут сюжет? Ну, сюжет такой, то что... Короче, я не из Якутска, в дальней деревне. Не, я из Якутска в дальней деревне. А в какой? В каком Улусе? Какое село? Главная цель какая? Ну, выжить и найти бывшую жену. Ну, короче, сюжет такой. Сидел себе, бухал наш главный герой у себя в каморке, он пилотом является. Сидел без заказа, там прочее. И, в общем, диспетчер сообщает ей о том, что на улице очень плохая погода и там прочее. В принципе, сегодня вылетов никаких нет. Он сидел, коротал свое время за картишками, пасьянсом. И потом вдруг ей снова диспетчер звонит и говорит: я хер знает, кто она такая. Ну, в общем, она просто пришла. Ну, хотя, скорее всего, она знает, кто она была. Ну, просто она сказала, типа, она просто в наглую ворвалась и сказала, что
ты Маккензи, так зовут главного героя, Уилл Маккензи. Сказал ей, что ты, ну, по-любому ее уже, ну, собираешься довести куда-то там, короче. Ну, сбросить куда-то там, не знаю. Ну, короче, на самолете уже. Ну, в общем, это вот наша бывшая жена пришла, напиздела всем там диспетчеру и там прочим, что наш главный герой уже согласился и так далее. Ну, в общем, она мне максимально не понравилась. Это главная жена главной героини, бывшая жена. Тата. О, ничего себе. Тата. Привет. Я сам родом из села Балагачи, Вилюйского района. Сука, вы гляньте на этого сраного волка, падла. Он оленя захерачил, походу. Так, давайте-ка я попробую. Его отпугнуть, если получится. Вот камнем в нос попасть волку, ему насколько будет херово? Мега херово, наверное, да? Пошел нахер отсюда, ублюдок дерьма. Щемись, щегол. Так. Так, пока не сильно стемнело и холодно стало, надо залутать оленя. Блин. Я его долго буду колбасить-то. Час, сука. Топором. О, ножиком еще. Хотя не так уж долго. Давай ножиком. My Summer Car. Да, играл. Охеревшая игра сейчас. Ну, может, как-нибудь поиграем, попытаемся пройти еще раз. Точнее, попытаемся пройти. Я пытался ее пройти, но не смог. Беда была моя в том, что я пытался... Ну, с движком проблемы были. Так, тоннель, суп. Такое ощущение, что я схожу с ума, или я чувствую запах горячей еды. Давненько серая матерь не приходил с кого-то угощать. Вот поешь супчику на дрожку. Спасибо, я тебе очень благодарен. Тоннель. Нашел? Да, как ты и говорила. А твоя подруга? Не следа. Через туннель не пройти, похоже на обвал. Но она могла там пройти еще до того. Если тоннель завален, для серой матери это конец. Тоннель единственный путь через гору? Я по ГВ. Я по найдам собирал. По гайдам собирал тачку. Понимаю. Понимаю. Да, это нормально. Причем игра сложная довольно-таки, поэтому по гайдам собирать это вполне себе нормально. И то еще... Это все равно, что, знаешь, как просто смотреть так же в жизни гайды, как собрать движок вот, ну, в реале, просто машину саму. То же самое совершенно. Игра в этом плане прям очень сильно такая, ну, прям... как бы это сказать, слово такое не душное, а по-задротски замороченное в плане именно сборки самой машины. Реально сложная тема.
Она была в тоннеле у автобуса, это точно. You think she passed? Хочешь сказать, она прошла через тоннель? I'm not sure. Не знаю, но она точно She там was была. there. She left me a Она sign, оставила мне знак, слово «неотступное». perseverance. A word from the old Старинное days. слово. She Почему она его написала? Она хочет сказать, что будет бороться. She's telling me she won't give up. Or maybe reminding me. Или просит тебя не сдаваться. Но почему так длинно? Наверняка это значит что-то большее. It has to mean something more. Why? Почему? Потому что ты для нее важен? Она написала это своей кровью? A lot. I seem to recall Кажется, я припоминаю, был на севере городок. somewhere Как же он назывался? far. What was it called? That's it. Точно. Perseverance. Неотступная мельница. Old logging. Там много лесопилок. Раньше это было важное место, а теперь город, считай, вымер, как Милтон. Maybe she's Может, она указывает тебе путь? Неотступная мельница. Как туда добраться? car. Пока землетрясение не завалило дороги, можно было на машине. Значит, придется пешком. Это долгий путь. Астрид! Starting to get Если сильно беспокоить за свою подругу. There's only one. Осталось только одно дело. Нужно проводить ее в последний путь. put her to Последний путь. Но я еще не сдался. I remember Я вспомнил кое-что. Дом фермера на другом конце города. that night. Той ночью все так запутано, но я помню дом фермера. You'll find a key Где-то там есть ключ к банковскому сейфу. somewhere in there. Сейфу. Go to the Отправься в банк и принеси мне сейф, and bring me the к которому подойдет ключ. Then you'll И ты understand. поймешь, что с ней случилось. Окей. Wait. Стоп, ферма, банк. И как это связано с моей подругой? What's this have to do with my friend? Видлендс. Didn't they? She Ее needed оставили, help. понимаешь? Ей нужна была помощь, а ее оставили. This is how Но мы все you сделаем get как положено. right. А она про свою I эту don't говорит. understand. In the bank. Иди в банк, ответы там. Иди. Answers now go. О, домашний суп. Съем. Ням-ням. Так. Высушенные кишки. Я пойду спать, бабы, пока. Пока, Мэшрум. Пока. Я тоже в скором времени пойду спать. Попахивающая оленина. Так, нормально так много мяса. Так, возьмем. Так, это... Съесть. Так, сидим. А, блин. Килограмм. Вот это вот сидим. О, хорошо. Так, и эту оленинку съедим. Блин, прям нормально так насытились. Жесть. Хорошо. Так, крольчатину возьмем с собой. Так, кишки, вся херня. Так. О, привет, Свистал. Здравствуйте, молодой человек. Привет, привет. Молодой человек. Так, подожди. I'm feeling so drained. Давай себе чайку приготовим. Выпьем. Ага, все.
Ну, нормально прям, хорошо так поиграли. Так, 8 часов поспим. Ну, я спать, пока. Пока. Я тоже сейчас пойду спать. Поздно уже. Завтра на работу. Завтра еще после тренировки постараюсь стрим завести. Ну, я посмотрю, короче, как пойдет. Арканунг активировал награду за 5000 и написал линк, досмотрим. Не сегодня. Но потом посмотрим. Ты, наверное, скинул... Зуева скинул, да? Зуева скинул, наверное. Так, новое сохранение.